началось с 1630 года, с 1600 по 1757 годы. Все это время население Чечни начинало спускаться, заполнять свои родовые земли, большие атаги, Чечен-Аул, и начали прогонять их. То есть горные части начали занимать предгорье. Вы знаете, атаги старые, большие, малые, все вот эти места, это предгорье. Это предгорье начали осваивать, Герменчук, Шали, и вот по всей территории начали уже прогонять князей, которые поддерживались царской Россией. Чтобы было понятно, как это произошло, в какие села они основывали и когда они переселялись туда. Вот, сейчас, подождите, еще один. Одно еще. Вообще, Турловы, вот смотрите, Турловы правили в районе река Мехельтинка, в нынешнем Гумбетовском районе Дагестана, где проживали, кроме аварцев, чеченцы, акинцы. Около 1630-х годов одна из ветвей семей переселилась в Чечню. Есть легенда, что князей вызвали сами чеченцы. Есть событие аналогично призванию варягов в Древний Новгород, но это то время было типичным для многих земель. Власть династии над населением проявлялась прежде всего во взимании продуктовых податей. Князья не могли издавать законов для своих подданных. Для сельских общин, как старший князь, так и другие Турловы были всего лишь старейшинами. Правитель был лишь первым среди равных третейских судей и представителем гумбетов в небольшой части Чечни при внешних сношениях. Хотя власть князей была ограничена, они не отказались от попыток расширить свои владения военным путем. Притязания Турловых распространялись на чеченские общества Чеберлой и Андийское общество Дагестана. Однако местные жители отбили княжескую дружину. В 1733 году князь Айдемир Турлов присягнул на верность императрице Анне Иоанновне. В конце 18 века князья получили жалование от российского правительства, что Хасбулатовы и Айдамировы утратили власть над небольшой частью чеченских владений, что завладели при помощи царской России, отмечают историки. В 1784 году умер последний князь Арсланбек, и через год в Чечне началось теократическое движение шейха Мансура, который рассчитывал создать государство, основанное полностью на законах шариата. В итоге чеченское княжество прекратило 1784 прекратило свое существование. Часть Турловых были убиты, другие же остались в своих прежних владениях уже на положении обычной влиятельной семьи. Главные представители династии, захватив холопов и охранников, переселились на левый берег Терека, поближе к казачьей станице Калиновской, Наурской, где зажили на манер российских помещиков. Вот такая вот информация по поводу временное правление некоторых княжеских династий, которые проявляли себя на территории Бац. Турловы не имеют никакого отношения к Тирой. Тирой это общество, это тейп, и не имеет никакого отношения. Поступили 2 доната от брата Умара Шарой, от шароевцев, и еще от одного брата, Тимура, кажется. Так вот, чтобы было понятно, при правлении временно зачитали в основном документы. Конечно же, их еще больше. Конечно же, в любом случае, что бы то ни было, мы прекрасно с вами знаем, каким образом были захвачены предгорная часть земли. Вот эти письма, начиная от то, что они получали жалование, что они были полностью получали поддержку от царской России. Все это можно найти в множество книг. Имели ли они полноту власти? Нет, конечно, не имели.
И почему я именно вот затронул этот вопрос, потому что часто задаваемый, и наши некоторые нарнийцы, особенно с Востока, любят рассказывать сказки, что якобы правая сторона Аргуна вся была у них, что и так далее и тому подобное. Позорное, а иначе никак не назвать, позорное подчинение царской России и тем самым захвата земель, плодородных земель, которые были свободны, мы знаем благодаря чему. Благодаря тому, что многие Тамерлану Хромову были уничтожены большое количество представителей нашего этноса, нашего народа. Остальные были загнаны в горы, скрывались там и в горной части потихоньку получали, размножались и восстанавливали силы. После, валейкум ассалам, беной, да, дуэл, после того, как огромное количество чеченцев начали осваивать плодородные земли, они были прогнаны, некоторые были убиты, по крайней мере, так говорят историки. Конечно же, это исторический период нашей жизни. И сегодня, когда некоторые нарнийцы, я именно прошу, чтобы вы знали, нарнийцы я не называю, чтобы нации не оскорблять. Так называемые исследователи, историки, которые там живут с востока и говорят, что по правую сторону Аргуна все земли там Шали, Герменчук и так далее и тому подобное было их там, что чеберлоевцы, вот видите, здесь даже говорится, что князь пытался захватить чеберлоевские общества и чеберлоевские земли, андийские земли. Даже этого не получилось. Видать, горная часть Чеберлоя и современное ичкерийское, имеется в виду общество, они уже были потихоньку заняты, и эти земли не были освоены. По плодородной земле, то есть это получается по устью реки Сунжи, правая сторона Сунжи, по плодородным, от Брагунов, это где нынешняя Джалка, Петропавловка, вот по этой плоскостной территории они поднимались по реке вверх. И поднимаясь по реке вверх, они достигли места, которое увидели урочище Чачантала. Вот опять же, мы возвращаемся к этому названию. И якобы в некоторых источниках указывается, что они охотились, в некоторых источниках, что они просто там просто расширяли там свои земли. И добравшись до этой земли, они разместились, но были побиты, убиты терскими казаками, после чего они бежали в Эндерей. Здесь говорится, что Абрагуны они бежали, там не объясняется, а в той пояснительной записке, то есть в документе было четко указано, что этот бег ему подсказал, что нужно просить прощения у царя московского, падишаха, как они называют. Но падишах, я думаю, название появилось от того, что они долгое время были под персидской правлением, под персидским правлением, ну или может быть просто взяли вот оттуда и написали письмо, прошение. Год прожили они под Кизляром, они говорят, что получите это разрешение, после чего они предоставили, конечно, что их предки тоже платили дань, выдавали аманатов, что они будут непосредственно служить честно своему царю, и вот таким образом они получили эти земли. Нигде не говорится, что они основали селение Чечен, Большой Чечен, или что название дали они, а совпадения лингвистические, которые пытаются некоторые навязать, это является только больным воображением некоторых людей. И Большая Атага, и Чечень, и все остальные места, они говорят, вначале они были более или менее заселены, когда малое количество было, получив разрешение. Не забывайте, это период уже, когда терские казаки были уже на реке Сунжа. А это период, мы уже знаем, что это период как минимум 18 век. Вот. В раннем периоде, в 15 веке, в 14 веке, в 13 веке, что эти земли принадлежали им, что у них там были основаны какие-то города, поселения, нету ни одного документа. Не было и нет его. Вот. Вы видели точно такое же письмо от
направленное от шейха Мансура, первого имама Кавказа, направленное, которое было вот этому Нуцалу, как раз аварскому, где он говорил присоединиться к восстанию и полностью освободить, как говорится, Кавказ от пришлых. Но, несмотря на это, он отказался. Есть письмо, что против такого могущественной империи он не пойдет. И буквально через именно там указано, что Нуцалхан Аварский там, и так далее и тому подобное, заключил договор с императрицей Анной Иоанновной. Вот как раз об этом мы и зачитали. Вы видели сами, что договор был заключен, еще с тех пор был заключен. Они отдавали своих аманатов, своих детей, то есть их дети были в плену, так сказать, в плену, или правильно, как, я не знаю, при царском дворе, и они получали наделы чеченские, ногчи земли, которые в конце концов по воле Всевышнего Аллаха, по милости Всевышнего Аллаха, ногчи народ потихоньку, освобождая, начал занимать. И здесь мы видим ряд моментов, имена, какие кому относились эти княжеские рода. Я надеюсь, что в дальнейшем я еще ряд документов понемножку, ва алейкум ассалам, буду вам зачитывать, и вы уже сами ознакомитесь с ними, и будет ясно, что к чему, кто как и делает это, что делал. Почему? Потому что, послушайте, но здесь ряд вопросов, которые касаются. В следующий раз я вам, почему именно к Турлову. Есть заявления некоторых псевдоисследователей, сказочников, рассказывали о том, что якобы 100% подчинение чеченцев аварским там ханам, нуцалам и так далее. Там, ну, это просто-напросто бравада и чушь собачья. Сказки, не больше. Сегодня буквально мне прислали человек 10 или 15 о том, что якобы доктор исторических наук, профессор и так далее и тому подобное, говорят, по крайней мере, что 70% армии состояла из аварцев, 10% из табасаранцев и 20% из чеченцев. Вся армия имама Шамиля. Много вопросов по этому тематике, хотя мы их рассматривали, обязательно дальше рассмотрим. У нас, благо, есть и документы. Конечно же, очень интересная тематика. Получается, 70%, если были аварского происхождения, почему? Ну, у меня, как у человека, исследующего историю своего родного края, возникает вопрос, а где были 70%, когда якобы чеченские наибы отошли? Они говорят, что 65-70% были наибы тоже аварские. То есть стоило отойти 20% чеченцев, грубо говоря, округлим, и наибов, и чеченским воинам, и Шамиль вернулся в Дагестан, 70% всех этих воинов, 70% этих наибов, 65% всех муртазеков. Сколько продержался имам? 4 месяца. В чем логика? Где были 70% этих воинов? Ну, меня, как человека несведущего, где были 70% этих воинов после Ахульго? Почему Шамиль пришел в Чечню с 4 человеками, или 4, или 7 человек? Где были эти 70% воинов, или армия, состоящая у имама Шамиля? Где были 70%? Нет, 4 месяца. Где были, я округлил, где были 70% этих наибов, когда имам Шамиль и лично его писарь Аль-Карахи записывал и говорил, чтобы любого перешедшего с той стороны
чеченские наибы застрелили. Очень много вопросов. Конечно, этот профессор... да, кстати, он говорит, больше всего сражений тоже было на аварских землях. Мне, конечно же, это очень интересно. Ряд вопросов возникает и по этому вопросу. Привет, Таня. И много-много других вопросов. Ну, допустим, две столицы. Почему-то на этой карте, которую они афишируют, Дарго и Ведено находятся в составе Дагестана. Но ни Дарго, ни Ведено никогда не были в составе Дагестана. Вот. Не были. Это была территория чеченская, ичкерийская, в то время ичкерийские предгорья. Все эти вопросы, изучая историю этого профессора, я не знаю где, да, они упрекают там якобы Сафаров начинает говорить об этом. Но две самые великие сражения, которые победил, которые причисляют к победам имама Шамиля, они были на территории Чечни. И в этих сражениях погибло больше всего чеченских, исконно чеченских тайпов. Это Беной, Шонуай, Ширди. В основном погибшие это близколежащие, которые подтянулись туда и воевали при этом сражении. И у меня, конечно же, и у нас поступил донат от братьев Ялхуай. Ялхуай, что донат хакача, что дала дукда дуэл будисна кезачка соудолит. Вот. Вопрос, конечно, на засыпку. 70% воинов. Это, если это было так, как вы говорите, то упрекать, почему же Шамиль в конце концов в Гунибе потерпел поражение и пошел на переговоры. Сколько процентов было среди тех, во время того, когда шел на переговоры имам Шамиль, было среди тех, кто пришли просить о том, чтобы сдавался имам Шамиль. И сколько процентов было среди них чеченцев? Ряд, конечно, вопросов. Очень много вопросов. Почему ни одна лошадь, ни одна вилка из всего имущества, которое было у имама Шамиля, который был имамом Чечни и Дагестана, не было похищено до тех пор, пока он не вышел из чеченских земель? Ни вилка, ни ложка, об этом не говорят ни один историк. А после того, как он покинул чеченские земли, было сделано нападение. И донат от нашей Тани. Таня, огромное спасибо за то, что поддерживаешь канал, помогаешь нам. Спасибо тебе большое. Дай Бог, чтобы в твоей семье все, что у тебя осталось, в миллион раз приумножилось. За то, что ты вот поддерживаешь наш канал своими добрыми делами. Поэтому я ни в коем случае, конечно, я не буду говорить это ложь и все остальное. Я просто-напросто говорю. У меня возникают вопросы. Кроме того, что было у самого надетого имама Шамиля и оружия, которое было при нем, остальное было разграблено. Об этом пишет и Аль-Карахи, пишет, если я не ошибаюсь. Все было. Там 4 лошади только осталось, остальное все было ограблено. Кем ограблено? Чеченцами? Нет. Чеченцы не грабили. 70%. 70%. Это огромное количество. Это из 14-тысячной армии. Нет, они говорят, лучшее время, что было 21 тысяча. Из 21 тысячи 14% это где-то приблизительно 10, 500, где-то 13-14 тысяч должно было быть чисто аварцев. Чисто аварцев. 10 приписывают они к табасаранцам. В основном говорят, что это были табасаранцы. А как же остальные? Как кумыки? Они вообще не участвовали в армии имама Шамиля. Как даргинцы? Они тоже не участвовали. Лакцы не участвовали. Ряд вопросов, конечно же. Ладно, там, чеченцы. Нам-то еще дали 20%. 20% дали нам. То есть из армии
имама Шамиля 20% из 21 тысячи, где-то 3-4 тысячи всего лишь. Оказывается, 3 или 4 тысячи армии, грубо говоря, из оставшихся там 6 тысяч, где-то 3 тысячи, 4 тысячи чеченцев, послушайте, просто послушайте, чеченцев и наибов, все вместе они 20 лет могли сдержать, когда были рядом с Шамилем, могли сдержать натиск царской России. Это простые голые статистические данные. Сколько было сражений, какие были сражения, и как это все было, я, честно сказать, я не знаю. Я почему-то думал, участвовавшие даже в армии под словом лезгины, когда говорят, я думал там даргинцы, кумыки, лезгины, все вместе, я думал, что они все вместе составляли армию Шамиля. То есть, когда она была в своем рассвете. Ну, это говорю не я, это говорит уже другой непосредственно ученый. Они сделали публикацию, мне сегодня сделали скрины и прислали эти скрины. По этим вопросам мы, конечно, тоже посмотрим. Что касается муртазеков, что они состояли из 65% чисто из аварцев, это не упрек нашим соседям, никому. Ну, это пишут ваши историки. Мне интересно, конечно, как эти великие, опять же, возникает вопрос. Получается, 70%, если было, а в Ахульго, во время защиты Ахульго, сколько процентов из армии Шамиля было вот из тех самых воинов, которые говорили? 4 человека. 4, ну хорошо, пускай плюс-минус 7 человек, которые были сделаны, перешли, точнее, вместе с Шамилем. И количество 70 тысяч, 70%, это, конечно, как есть очень интересная статистика. Где же они были? Наверное, они сейчас скажут, погибли. Но где? Где они погибли? Почему Шамиль вновь и вновь просил чеченских наибов, хвалил их, говорил, они зафиксированы, записаны, вы знамя ислама, без вас никак нельзя. Когда он говорил на первом диване в Шали, когда он говорил об этом в Урус-Мартане, когда он говорил об этом в Шатое, когда он последний раз говорил в Ведино. Где были эти 70% воинов-то? Или вы думаете, 70% этих воинов погибли за чеченские земли? Или за имамат? Все погибли, а чеченские 20% все остались. Окей. Вопрос. Возникает другой логический вопрос. 70% армии при захоронении. Где эти кладбища? В мирное время, когда погибали эти наибы, где они похоронены? Все были мусульманами. Алейкум салам. Они были мусульманами. Где эти захоронения с такого количества аварцев, которые составляли якобы армию Шамиля? Если они погибли, где они похоронены? На чеченских землях, где все имена, фактически все написано на арабском языке, можно прочитать, и это чеченские кладбища. Так где они захоронены? Где эти трупы? Где хотя бы 5000 похороненных аварцев на земле чеченцев или нахчийцев? У меня возникает такой вопрос. Да, возможно, этот профессор исходил из чего, но из чего он исходил? Из чего исходил? Должны же быть они захоронены. Камни хоть могильные поставлены. Мы знаем, что эти могильные плиты, все это не выкорчевывалось. Не было такого. А если было, это очень маленькое количество. Поэтому я считаю, что
Я не могу привести точное... Нет, сжигать нельзя, Таня. По исламу нельзя, это категорически запрещено. Это просто выдумка. Нету такого количества могильных плит. А вот погибших наибов чеченцев есть. Прямо целые кладбища есть. Там они записывали имена, и по именам можно понять, кто чей сын и где. Они есть. Интересные вопросы возникают, поэтому тогда мне бы хотелось увидеть. Понимаете? Вот. Я поговорю с достойными братьями от кумыков, да поговорю с достойными братьями от даргинцев, те, кто изучает. Я спрошу у них, какое количество погибших на стороне имама Шамиля было от их национальности. Я уверен, что у кумыков их было не меньше. Я уверен, что их было не меньше у лезгинов, у табасаранцев, у даргинцев, у лакцев. Но не могло же быть так, чтобы 70% все поддерживали всей армии, и вот не было там фактически. Это видео не мое. Это не мое видео. Я отношусь с уважением к любому человеку, взрослому, профессор, доктор исторических наук и так далее и тому подобное. Ну, не знаю. Я простой блогер, и я бы хотел бы по этому вопросу поговорить. За 20 лет, почему огромные потери есть у чеченцев, они могут показать тысяча захоронений сторонников Шамиля могут показать чеченцы. 1000. Они могут назвать имена тех, кто руководил сильнейшими операциями по противостоянию царской России. Понимаете? Они могут показать. У нас, допустим, мы узнаем генералов имама Шамиля. Мы знаем наибов, таких как... Я уже не говорю уже о тех, кто там добровольцы были, от адыгов и так далее и тому подобное. Да, это не допинг, уважаемые друзья, это чисто ногчий сок, стуам называется. Фруктовый сок, если перевести фрукты. Стюемшол на чеченском языке, вот это. И вот у меня сейчас стоит кофе, тоже бабахнем его, как говорится, пока идет эфир. Много интересных вопросов. Я нашла много документов про его жестокие действия против нас, но почему-то не могу найти довод, что он заслан шпион. Пригласи на прямую связь историков, аварцев, кумыков, только историков, не любителей и не блогеров. Казакова Фат. Казакова или Казакова, я не знаю, Фатима, наверное, тебя зовут, Фатима. Это не мне нужно приглашать их, уважаемые мои подписчики, гости. Это нужно направить к тому блогеру, который снял этот ролик. Я могу говорить, я приглашаю историков своей национальности, которые занимались Кавказской войной. Вот. И благо хорошо, 20% сказали. Но возникают вопросы. И про Муртазеки вопрос мы задавали. Я надеюсь, что кто-нибудь скажет Сулейману Демельханову, нашему историку, кавказоведу, именно он специализируется там, ролик, публикация, мне разницы нету, Фатим, тебе там надо было это говорить, не у меня. Я же как раз таки сторонник того, чтобы они доказали это. Он говорит, что он доктор, кандидат и так далее и тому подобное. Ни больше, ни меньше. Вот. Если это так, даже если это так, на чем основывается? Ладно.
Это как бы мы ответили на данные вопросы. Ведем по... Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Я надеюсь, что мы по этим вопросам так, что тут прислали? А где были 25 лет, что ты несешь чеченцев, за 25 сколько убила царская Россия? Ты вообще в курсе по сравнению с чеченцами? С ним мы были. Почему он переходит? 25 лет аварцы погибали с Шамилем. Ты что вообще говоришь? Из-за имама Шамиля чеченцев почти истребила царская Россия. Ладно. Короче, интересно, конечно. Интересно. Ну да ладно. Будем потихоньку отвечать. И следующие понемножку я расскажу вам и об Узун-Хаджи, которого якобы говорили, что чеченцы управляли чеченцами, лидеры аварские, которые управляли чеченцами и так далее и тому подобное. На все эти, конечно же. И Ахмед прислал донат. Аллах эту бойл ваша вижри донатими. А вот такой донат прислал брат Ахмад. Ахмад и резхил дался дуэл. Водисна кезашка солдах кылысин. Вот так вот, как говорится, мы понемножку узнаем. Что касается скринов, Тань, ну я думаю, что эти скрины публиковать я тоже не стал, в принципе. Скрином начинает говорить, он не историк, он не этот, как говорится, неизвестно кто написал, фитнес занимается. Не надо оскорблять народы. Опять же, я не оскорбляю народы. Я людей, по сути, люблю и уважаю. А сказочников и лжецов я называю нарнийцами. Самое забавное, их кандидаты находят записки в горах и апеллируют этим как важный документ, а на самом деле, на самом деле они самые сильно тем апеллируют, они могут апеллировать только и донаты айтын, ДРС хил, даса йол, будестенг, эзершка сол долил визендер. Вот такие вот доводы, конечно же, апеллируемые. Но еще раз я вам говорю, все будет понемножку, все понемножку мы опубликуем. Формат фейка, ложи, опровержения, оно как было, так и будет. Имамат был образован исключительно чеченцами, так как после Ахульго третий имам Дагестана пришел гонимый дагестанской милицией и дагестанским конным полком, несколькими сподвижниками за спасением. А почему Таня миллион раз увеличит Бог Диснег, а другие Эзершка? Ну, везри, сей бусул Эзершка, ас эларха. Ну, я не знаю, я даже не думал об этом, если вы заметили. Миллион раз пусть всем, кто задонатит, увеличится все благое, что у них осталось. Никого не хотел забыть. Будет исследовать тему и все же пообщаться с историками, аварцами. Еще раз тебе говорю, опубликовавшая публикация как раз таки от историка аварца. Это раз. Что касается общения с ними, если ты так ратуешь, сильно переживаешь, вот как раз ты можешь провести у себя такой же брифинг. Пусть расскажут, ты кумычка вроде бы, спросите у них, сколько кумыков было в армии имама Шамиля. Потом, как узнаешь, дай мне знать, если ты кумычка, конечно же, расскажешь, насколько я знаю, ты кумычка, расскажешь мне, сколько было в армии имама Шамиля кумыков. И мы их объединим с чеченцами,
кумыками, табасаранцами, и уже узнаем, насколько, на самом деле, сколько процентов было. Вот и все. Ты узнай. Мне спрашивать у них не надо. Я же не поднимаю этот вопрос. Заметь. Я только опровергаю. Понимаете? Вот что я говорю. Я только сделал ответ. Я спрашиваю. Я задал вопросы. Что касается, если об этом захотят поговорить у меня в эфире, рассказать об этом, да могут прийти в гости, я послушаю. Я задам вопросы, которые меня интересуют. Ни больше, ни меньше. С вашего позволения. Бисмилля. Ва алейкум ассалам. Если кто-то знает номер Сулеймана Демельханова, я прошу связаться с ним. И пускай он выйдет в эфир. Мы давно должны были вместе выйти в эфир, но у нас никак не получается. Позовите его в эфир, он историк тоже. И я бы хотел поговорить с ним как раз о муртазеках, о количественном соотношении армии. Мне интересно мнение, что же говорят чеченские историки по этому поводу. Кавказоведы, чеченские историки, особенно времен Кавказской войны. Если кто-то знает. Северокавказский Эмират 1919 года был проект под авторством чеченца Инока Дешнинского. Ну да, я эту версию тоже слышал. Который вернулся в Чечню с фирманом от султана Османской Турции. Скорее подделка, которую предложил Узун Хаджи. Ва алейкум ассалам. Еще раз, я хочу, чтобы мы понимали. Я Аллах, братья, оставьте эти распри на Кавказе. Нас уничтожают, наверное, извне, а мы... Нет, мы не грыземся. Я просто говорю в основном по историческим аспектам. Причем мы грыземся. Еще раз. Я со всем уважением отношусь ко всем. Нет, это термокружка, брат. Бено. Термокружка, там просто кофе заранее заливаешь горячим, и он сохраняется. Можно потом во время эфира не готовить его, а вот просто выпить и все. Изнаур и юкашаял проблем. Цахиладер. Нас уничтожали, потеряли земли и имущество. Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. А в основу легли многие энциклопедии, есть и многие, как говорится, делали не раз. И опять же, мы должны понимать. И Танюша опять задонатила. Танюша, огромное спасибо тебе за поддержку. Опять за твой донат. Ты, брат, наверное, распространяешь исторические факты, а люди грызутся между собой. Я, честно сказать, не вижу, чтобы мы грызли здесь. Я просто-напросто ответил на вопросы, которые мне задают в основном. Брат мой черкес. Я правильно, если тебя понял, ты черкес, да? Проблема в том, что, брат мой, здесь это непосредственно касается нашей истории. И когда, я думаю, не понравится никому, если кто-нибудь сказал бы, допустим, что черкесы в Кавказской войне занимали не самое важное место, или сказали бы там, что вообще фактически не занимали какое-то место в Кавказской войне. Как ты думаешь, является ли это правдой? И задавали ли мне эти вопросы? Конечно, задавали. Конечно, задавали, и мне приходилось это опровергать, потому что больше, чем наши братья адыги, сколько потеряли адыги, сколько потеряли нохчи, в Кавказской войне не потерял никто. Ты говоришь, если я не буду, если это является поводом для... Это не является поводом для грызни. Это является поводом для того, чтобы люди знали свою историческую правду. Не нужно принижать кого-либо. Если это было так, то в дальнейшем, не дай Аллах, конечно, что бы ни произошло на Кавказе, в дальнейшем люди не захотят просто-напросто проявлять какие-то братские взаимоотношения.
Не из-за того, что я сказал нет, а из-за того, что просто-напросто в количественном соотношении принижают действия тех, кто принимал активное участие в Кавказской войне. Понимаешь? Вот в чем проблема. Об этом нужно говорить. Почему-то о том, что как раз таки, что было и что будет. Так, сейчас я перезагружу наш эфир. 1 час закончился. Вы не теряйтесь. Я быстро перезагружу. Все возвращайтесь обратно в эфир, кому интересно, и мы продолжим эфир. И я буду отвечать уже во второй части на ваши вопросы. И что вам интересно, и о чем вам интересно, я постараюсь ответить на вопросы. Не теряемся, ждем второй части. Так, в первой части нашего эфира, надо поменять дислокацию, побывало 400 человек. Теперь немножко поменяем позицию, а то, как говорится, так. И во время перерыва сразу поступил донат от нашего брата Тимура. Тимур дал свое, а донат дал духуавел. Бодиснек эзашкаса удовлетворенный. Башлам, что за кипиш на фортанге? Никакого кипиша нету. Обычные технические работы. Насколько я знаю, насколько интересовался, узнавал из различных, валикум ассалам, информационных пабликов. Река подтачивала место работы работников. Эти работники спустились и временно изменили русло реки, пока не построят там дамбу, чтобы реку не загрязнять, чтобы ее не засыпать, каждый раз не было подсыпки, чтобы дальнейшее не нарушать экологические какие-то нормы. Они хотели сделать дамбу. Вот из-за того, что экскаватор переехал на соседнюю сторону реки, насколько я понимаю, так они объясняют, по крайней мере. Вот весь сыр-бор, ничего такого там нету, никто ничего там не захватывает и все тому подобное. Башлам, почему Султан долгое время с тобой в эфир не выходит? Потому что Султан, какой Султан именно?
Если вы про султана, который учится в Саудовской Аравии, ну, он занимается учебой, он учит исламскую науку. Ему не до наших мирских простых дел, как говорится. А так он пишет, заходит, бывает в эфире, не больше. Если вы про султана из Фанкиси. Вот, дальше. Да никто ничего не хватает, никакие земли. Успокойтесь, нам у нас своей земли достаточно. Если говорят про султана, который из Панкиси, я про него говорю. Султан учится и правильно делает, что не выходит в эфиры. Ему нужно заниматься учебой. И чем больше человек занимается учебой, ему не до времени там говорить какие-то мирские темы. Учеба это самое важное, тем более исламское образование. Пошла, вот они там в комментариях устроили. Вежри, суетолог, не переживайте, не надо нарушать закон. Дикник Хредуда, Башлам, ты был на раскопках Ковчега? Да, я был на раскопках Ковчега. Не на Ковчега, а просто я ездил туда и смотрел все своими глазами. Наверное, я не знаю, наверное, возможно. Возможно. Религиозная тема – это одно, историческая тема – это совсем другое. Поэтому у каждого свое направление. Наверное, у него свое. Не знаю, за энтузиазм 5, за подтверждение фактов 2 с минусом по 5-бальной шкале. Нет, Чабалхан. Меня никто не ставил с лопатой. Да, Варство, как раз об этом я и говорю. Ничего такого прямо нету, но не знаю. У страха глаза велики, как говорится. Сагатта вишумдац. Алла везри шайты сагатта вишумдац. Вайцанна неху мой вещац. В эти предания сразу Путин написал. Ну, это их личное дело, пускай пишут. Брат, каждый день такое читаю от нациков из числа соседей. Такие есть везде. Также вижу такие выпадки нациков из числа своего народа. Ну, вы знаете, если мы будем попускать и оставлять все вот эти ложные вбросы, нельзя. Должны быть люди, которые показывают свое лицо и говорят, что это недостоверно, что это неправильно. Понимаете? Вот в чем самое главное и самое важное. Много говорят неправду и про меня говорят, и про других говорят. Я не противник там Шамиля, имама Шамиля. Я знаю, что наши предки воевали вместе с ним, а не уважать своих предков я не могу. Они были мусульманами, они верили в то, что вместе они могут достичь высот. Погибали, сжигались сотни, десятки раз сжигались чеченские селения, хутора сжигались, погибали десятки тысяч мирных людей. Население сократилось в половину из-за этой Кавказской войны. Мне сегодня приходит какой-то человек, который даже в жизни не знает, что такое касаемо истории Кавказской войны, грубо говоря, и начинает говорить, на самом деле в этой войне воевали не вы, а вот воевали только мы. Ну тогда становится вопрос, где воевали, когда воевали, с кем воевали. Вот. Это вот интересный вопрос. Муртазеки — это якобы спецвойска, как говорится,
состояли из него, все остальное из него. Где были эти 65% муртазеков, когда ограбили? Я просто задаюсь вопросом. Где были 65% муртазеков, когда ограбили караван имама Шамиля? Мне больше вот, ответь пускай на этот вопрос. Но зачем тогда такие вещи говорить? Со всем уважением. Не говорят там, сказали бы 50% лезгин, 50% там чеченцев и так далее и тому подобное. Не говорят. И вопрос за вопросом, конечно, дальше будут и какие-то другие сказки. Рассказывали же и про Байсангура Биноевского, нашего национального героя, сказки рассказывали. Башлам, задай вопрос Аварафилу, имея столько бойцов, 70-80% аварцев, Шамилю какая надобность была убегать из аварии? Ну, убегать неправильно, давайте скажем так, уходить из аварии было, скажем, вот более корректно. Мы люди очень наивные, добрые, поэтому почему он ушел из аварии, если столько такая армия 70%, муртазеки, все были на стороне у него, то тогда, конечно, зачем? Абсолютно верно, тоже правильный вопрос. Вот. Доказательства. Салам алейкум, Башлам. Ты видел новое видео Дмитрия Злого Грузина? Нет, не видел. Башлам, ты читал книгу «История войны и владычества русских на Кавказе» Дубровина? Частично читал. Не все. Себе вот нужные моменты некоторые читал, до конца нет. Ну, на Дубровина есть, конечно, много материалов, которых не столько, как говорится, он написал книгу уже после смерти шейха Мансура, и столько лжи про него написал, как будто бы сам стоял рядом во время боевых действий. Кстати, как раз таки Дубровин и написал, что аварцы платили дань чеченцам. Это слова Дубровина. Кстати, он у себя упоминает, что чеченским князьям платили дань. Если я не ошибаюсь, это был Дубровин. Вот. Я, опять же, уважаемые друзья, я не говорю, что вся правда, что написано царскими офицерами или там все остальное. Я это не утверждаю. Вот. Но и принижать своих исторических личностей моего народа, это тоже непозволительно. Вот. Я знаю однозначно, когда рассказывали, как в одно из селений Ведено или Дышни Ведено был направлен аварский наиб, якобы править этим местом, что его прогнали, посадив на осла, прогнали и сказали, что над чеченцами никогда не будет править какой-либо наиб другой национальности. То есть были такие недопонимания. Чеченцы еще не были готовы в то время к тому, чтобы вот пониманию имамата, строению теократического государства этого не было. Сулейман, Хауол, Чувол, Сулейман. Так. Сулейман, Хаяйта, запрос Хаяйта, Сулейман, здесь интересная тема. Запрос Хаяйта, давно тебя ждали. Запрос отправь, Сулейман. Давай с тобой пообщаемся по кавказской. Очень важная информация мне нужна от тебя. Ты все-таки специализируешься в этой области. Этого наиба нагнали из Тусхароя Дышнемохк. Но я знаю, что прогнали его, знаю, не дали ему, сказали, что над ними не будет никакой наиб Сюйлиуш. Это я знаю. Об этом не только народные предания, многие до сих пор и старцы говорят. Про Диметрия, понял. Ну, это человек проплаченный, болтун. Вот, ни больше, ни меньше. Башлам, посмотри, я тебе отправил, о чем я говорю. Посмотрю обязательно. Сейчас я жду Сулеймана, чтобы он запрос отправил мне на прямой эфир. Забыл, как это. Это такой кружочек, отправить запрос.
Аравали, Сулейман, с моего эфира. Опять зайди и отправить запрос, Оля Хотун. Запрос отправить. Я тебе запрос отправить не могу, если ты сам не отправишь. Башлам, ассаламу алейкум. Я знаю, как раз про это мы сейчас поговорим с Сулейманом об этом. Эти скрины, вы не переживайте, список, скрины, об этом очень многие ведут разговоры. Башлам, ты сам можешь его пригласить в эфир? Нет, я не могу его пригласить. Я сейчас пытался, Казакова, Фатима, я не могу. Просто, когда нажимаешь, там, убрать с эфира, вот такие функции есть, а отправить запроса нету. Он сам должен зайти и отправить запрос. Если бы подписаны были но он сам себя считает злым, я не знаю. Поставил еще волка, как ни странно. Хотя там не волк должен был быть, как минимум какая-нибудь, я не знаю, лиса или драный кот, может быть, что-нибудь такое. Шакал можно было поставить. Я не говорю, он хвалить может кого угодно. А то, что он хвалит соседей, мне дела нету. Пускай хвалит, говорит о братстве, мне вообще. Я говорю вот все, что касается только моего народа. Сразу же поставим акцент. Я все слышал, я все знаю, все читаю. Вы за это дело не переживайте, Вижри. У меня... Я же не в информационном вакууме живу, не слышать, не знать. Пока у меня есть такие подписчики, как вы, голодания информационного у меня не будет. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Поэтому у нас всегда есть информация. Да, злой Изя. Да, конечно, мне абсолютно по барабану, что он там говорит, кто ему платит. Это его личные проблемы. Главное, чтобы наш народ не трогал. Башлам блокирует, это за справедливость 06. Что она написала? Дайте мне знать. Хуязинацу. Любой человек, который затронет вопрос фитны, сразу отправится домой. Мне он не нужен. А разве не кнопку с камерой, с плюсом надо нажать, чтобы присоединить? Дженчур, камеру с кнопкой нажмите, без разницы. Вот материться, мечаю. Материться дешевле. Сразу целует руа, здесь взрослые люди, женщины, родители, и моя мать в эфире сидит, слушает всегда. Поэтому уяздоч камилштяш имилла вала милч кома вала вашец авотеру бош доц камилша шец ададиз хокчуа гылк доч камилш мади. Я четко придерживаюсь морали, принципов своего народа. Нохчи уязд гылк доч хылбез и война хабаш уящац цающил камилштяш векшец авовиз. Oastkhoi, trak omanda, do, цер сидей рачвиг, уяздоцег, эллегой сразу теотрук. Шец ада дизи камилш. Так. Сулейман, а чё цавало ты шо, чува? Тамота уяздоцег, эллебартига. Сулейман, это чего рует дистридуя? Мне как раз интересно по поводу, почему вот такое резкое обострение и на чем основаны были лицо закрыто. И я просто-напросто по ошибке вышел. Ой, я... Башлам, расскажи о походе Александра Македонского в Северный Кавказ. Не могу ничего рассказать. Очень мало информации. И достоверности в ней
столько же, сколько информации. Ассаламу алейкум башлам муду халде. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Альхамдулиллах вежри. Дикник хирду иншаллах. Üz doş qamiyos diashug milla wala yastag yabosha tsagiyet wa niqal ma'a tsagiyet wa shi ta'awiz iqamiyos shi dega nenig da diez. Гылка двое сейчас, ой, бусубду, ой, ногчиду. Башлам, ты сам тоже можешь эту же кнопку нажать, выбрать собеседование? Не могу, к сожалению, не могу. Я бы нажал, у меня нету запросов. Когда я нажимаю эту кнопку с камерой, Фатима, у вас нету запросов написано. Алейкум ассалам. Если бы было бы, запрос был бы, я бы его принял. Сулейман Мичван отъехал. Башлам, я тебе отправил директ вопрос. И кто про это рассказал? Симсиря дейца. Кавказ, может ты подождешь? Я жду все-таки гостя, которого очень важный разговор у нас по поводу нашей истории. Сулейман Мичван отъехал. Стабулат. Если он запрос мне не направил, я не могу его выбрать, понимаете? Он у меня в списке не стоит. Запрос. Я чиби принять целолосу. Я нажимал его аккаунт, и он не принимает его. Но давайте, пока он заходит, я отвечу на ваши вопросы, если у вас есть вопросы. И Сулейман, может быть, за это время зайдет в эфир, и мы продолжим с ним тематику Кавказской войны. И в курсе, когда в Ютубе эфир идет же, я не знаю, Ламара Тросверки, наверное, идет Ютуба. У меня нету, как вы знаете. Булат, из-за окуис, цуны дхумш дикцадойсун. Уя, кофе. Тё яс, тё дикарерица. О, ютубер, везри. Мелбова, ютубер, хауш мелбова, везри. Прямой эфир мелбова. Может, у тебя с инетом проблемы. Я сейчас отправлю, проверь, ты отклони. Давай отправляй, давай посмотрим, Фатима. Чуть-чуть сахар, суетолог. Тазималс. Это вот натуральное кофе, который мне из Германии прислал на нож. Имам Шамиль Улляхил Болнуэй Нохчи Найбш Лаарцабезуэн. 91. Хорошо. Дересхил. Ну, уже 100 с лишним человек в прямом эфире. Это уже хорошо. Это активные, очень любящие свою историю. Вот, Фатим, видишь, я могу тебя принять, отправить, и принять могу, и отклонить могу, поэтому ты можешь отправить запрос. Нет, он просто что-то не знает, может быть, но он сейчас зайдет в любом случае, я знаю Сулеймана, он зайдет, обязательно зайдет. Конечно же, несправедливо, Вежри. Как это так? 20 лет. На протяжении 20 лет. Не 20, я скажу, даже... Да, конечно, видел. Не 20 лет, а на протяжении 25 лет. Во времена имама Гамзат Бека, во времена имама Гази Мухаммада, многие биноевцы воевали в Газавате. Старшие братья Байсангура Биноевского погибли в этом Газавате, защищая интересы не аварского народа, а кавказского народа и принципа свободы. Понимаете, это было все во время Кавказской войны. И сегодня, когда начинают принижать количество
исторических личностей, национальных героев нашего народа, кто бы то ни был, какого бы происхождения их не был, мы же говорим как раз таки, их называем сказочников, называем нордийцами, начинают говорить, что там не было чеченцев, или их было там 20% от 100, если в армии всего было 14 тысяч, из 14 тысяч, грубо говоря, 14 тысяч, было там, я не знаю, приблизительно 70% было чисто аварцев, это получается 12 тысяч аварцев, там 1800 чеченцев и 200 человек, грубо говоря, было от табасаранцев. Где остальные были? Где и каким образом? Это что, 2000 чеченцев от самого запада, начиная малого Чечни, делали там набеги на Владикавказ, на остальные форпосты. Эти 2000 чеченцев помогали, и с этими 2000 чеченцев держалась 20 лет война, что ли? Это, конечно, очень интересно, но насколько это правда. О древних подземных городах, нет, не слышал, о древних подземных городах Чечни я не слышал. Муфоя, субханаллах. Башлам, эровной ногчи тайпду, цен ногчи тайпду эровной. Эровной ДНК тест дали, чисто ногчи тайпду. J2 гейтина до, поэтому тут я цачеку ячун, эровной цен ногчи тайпду. И все байки, сказки, ДНК тест опроверг. Хотя, честно скажу, сегодня я слушал одного ученого, многие ученые, историки очень не доверяют ДНК-тестам. Очень сильно. Я не знал, особенно российские ученые не доверяют ДНК-тестам. Много нового узнал про хазарский каганат сегодня, конечно же, вне всякого сомнения. И был поражен. Был поражен очень. Подтвердилось некоторые мнения, которые, как мы говорили, обсуждали, но Бог мой Кавказ. Сваны, мигрелы – это чистые грузины. Если они сегодня говорят, что они чистые грузины, значит сваны, мигрелы, они грузины. Так и есть. Были ли у нас родство с мигрелами? Нет, с мигрелами нет, со сванами родство было. С шавами было, тушинами было, хевсурами родство было, а вот с мигрелами не слышал. Чтобы мигрелами мы какие-то взаимоотношения имели, я не слышал. Может и были. Они к Шарой относятся кто? Башлам, Гудермесе, и сейчас много кумыков живут. То есть они не ассимилировались. Конечно, нет. Кумыки это есть кумыки. А это гумки, это достойные наши братья, наши граждане. Мы никогда плохого не говорим ни про кумыков, ни про какие-либо другие нации. Но если кто-либо начинает говорить, кумык он, лезгин он, лакиц он, начинает говорить, это не Нохчи земля, это вот наша земля, и начинает рассказывать сказки, вот в этот момент мы говорим, стоп, здесь, вот здесь, неправда, дальше не прокатит. Вот и все. У нас нету плохого, запомните. Я вам много раз говорил и рассказывал. Кумыки очень много хорошего сделали для нашего народа. Очень много сделали. Валлахи, я не льщу. Объясню вам почему. Многие, доказательная база есть, многие кумыки не позволили во время депортации разбить чеченские кладбища, называя их, говорили, что они кумыкские, и власти оставляли эти кладбища, не строили из них свинофермы, не строили там остальное, дорогу не укладывали. Это благодаря кумыкам. Многие кумыки, когда во время депортации им отдавали маленьких детей, многие чеченцы не знали, вернуться или нет, друзьям своим отдавали детей на воспитание, говорили, если мы даже умрем, пусть они живые останутся. Их принимали кумыки. После возвращения домой, когда Ауховский район был упразднен, заселен лакцами, аварцами, многие, кого к себе переняли, рядом поселили, это были кумыки.
хасовские кумыки, бабаюртовские кумыки и так далее. Я не говорю, что раньше там чеченцы не жили. Жили. Всегда кумыки и чеченцы жили вот рука об руку. Всегда были хорошие отношения. Еще раз вам повторюсь, нет у меня негативного отношения к кумыкам и к любым другим национальностям. Я их не возвышаю, но и не принижаю. Кумыки всегда были, есть и остаются достойными гражданами нашей республики. И сегодня ни чеченцы, никто их не пытается ни ассимилировать. Они живут и в Гудермесе живут, и в Дарбанхи живут, и в Виноградном живут. В Брагунах, в Виноградном они живут. В Черленном живут небольшое количество. Точно так же живут своими селами в основном. Живут и нагайцы, 3-4 села. Точно так же живут терские казаки в Наурском районе. Точно так же живут небольшое количество турков-месхетинцев, которые фактически считаются, что основателями вообще Кизляра и первыми поселенцами на месте крепости Кизляр жили именно турки-месхетинцы. Вот. Которых некоторые говорят, что переселили из Грузии. Ну, это по разным данным. Некоторые говорят раньше, некоторые говорят, что остались со времен татаро-монгол. Но надо разбираться. Нету никакого плохого отношения к народам. Но когда к тебе на твоей земле, на твоей родине приходит, если бы я сегодня бы поехал, жил бы среди братьев кумыков, мусульман, жил бы в Тарках и говорил, Тарки это на самом деле не кумыкская земля, я примерно говорю, а это земля на самом деле чеченская, был бы я прав. С таким отношением, хорошим отношением, которое ко мне относится. У меня там дом есть, квартира есть. Нет, я был бы не прав. Если я поеду в Хунзах, поселюсь и скажу, да, Хунзах это, конечно, да, но когда-то здесь правил там падишах, и эта земля падишаха, прав я буду? Нет, конечно, я буду не прав. Вот об этих вещах я говорю. Не претендуйте на чеченские земли, чеченцы не претендуют на ваши земли. Мы сейчас изучаем и рассказываем об истории, чтобы все жили дружно, мирно. Но в исторических параллелях мы говорим, да, жили, да, были вместе. Я никогда не говорю что-либо плохого, я просто, вы не читайте заголовок даже. Я пишу Дзурзукский, Кистинский, Мечегишский, Качкалыковский, Акинский, Акокский. Все эти названия, которые причисляются к чеченцам, называю и пишу. И ареал их проживания. Это обозначает, что в этих местах прикаспийских, междуречья Терека и Сулака проживали акоки, ауховцы. Вот о чем я говорю. Называлась это кумыкская плоскость, называлась она чеченская плоскость, называла она казахская плоскость. Мне без разницы. Я говорю, что на этой земле исторически уже на протяжении, там, не знаю, 500 лет, 400 лет проживают чеченцы. И проживали, точнее, чеченцы. Мы говорим об истории, но мы не говорим о том, что она была раньше ваша, теперь она должна быть наша. Мы не говорим об этом. Но и хотим точно так же, чтобы никто не говорил и про наши тоже самые земли. Якобы Гудермес там это мы открыли, Гилдеген это наша, Шали это наша. Ничего вашего у нас нету. То, что вы определенное время здесь правились с помощью царской России, мы об этом говорим, что это было так. Да, это было так. И потом говорим, потом, когда чеченцы восстановили свои силы, спустились на свои плодородные земли, остальные ушли. Все. Никакой фитны нету, просто можно послушать историю, достоверная она, недостоверная, послушать, высказать и все. К вашему всеобщему удивлению, в армии имама служили казаки и русские тоже. Но это для меня вообще не удивление. Давайте сейчас, я многое пропустил, я сейчас спущусь вниз, я на остальные вопросы не отвечу. То, что были казаки, или то, что были те, которые перешли, это небольшое количество беглых солдат царской армии, это мы знаем. Их было небольшое количество. Их не было, даже 1000 не было. По всем данным, которые есть, и говорят источники, их было до 300 человек. До 300 человек за все время имамата. Сколько из них погибло, сколько из них осталось живых, уехало, убежало, перешло на другую сторону. Этой информации тоже нету. Говорится о том, что они были. Но нет ни одной информации, что был хоть один русский наиб. Я такого не слышал. Вот о чем речь идет. Вот. Когда вы говорите, вот много русских, если там были 1000 русских,
Шамиль, наверное, даже ради того, чтобы перешли на их сторону больше людей, наверное, бы сказал, вот ты теперь не Ваня, ты Аслан, там, допустим, Ставропольский, ты Наиб. Но такого уже не было. Было небольшое количество, и то они обслуживали артиллерию, оружие, помогали ему. Почему-то все хотят указать, что в армии Шамиля были казаки. Почему-то сегодня никто не скажет, что в там, не знаю, Бундесвере находятся разные национальности, проживающие в Германии. Или то, что в французском легионе тоже есть алжирцы, марокканцы. Нет, это французский легион. А в царской армии, уважаемые мои, в царской армии сколько было иностранцев? Одних тех, кто был на Кавказе, Хуан ван Гален, Бирже, не Бирже, сколько Гюльденштеды, все и ученые, и Потто, и офицеры, итальянцы, грузины, я не знаю сколько, французы, все входили в состав царской армии. И что? И что теперь из этого? Это меняет общую картину, она называется царская российская армия. А в атаманской Турции сколько было воинов? Тоже разные национальности. Упрекают ли их сегодня за это? Нет, не упрекают. Я не говорю о большом количестве русских. Я имел в виду, что армия имама была многонациональной. Да я знаю это, Фатима. Я-то как раз об этом знаю. Это не я же сделал пост, еще раз тебе говорю. Я знаю, что она была многонациональной. Я знаю, что там были лезгины, кумыки. Я знаю, что даргинцы, табасаранцы, рутульцы, все были там. Я знаю это. Не знаю, не могу сказать точное количество, но было. А когда ты сегодня говоришь, что их 70%, я считаю, что неправильно. Андийцы идут отдельно, дидойцы идут отдельно. Их до сих пор многие дидойцы, андийцы приходили ко мне в эфире, говорили, мы отдельная нация. Я тоже ничего не говорю об этом. Я снова задаю вопрос. Столицы имамата были в Чечне, и 20 лет кормились там же. Провизии, другое необходимое, в том числе дислокации там же были. Так чем аварцы участвовали, чем аварцы участвовали в далекой Чечне? Вот к чему я хочу сказать, что не только 3 народа участвовали в войне. Я знаю, Фатим, я знаю. Да много были, Вайс, многие были здесь, и это в царской России. Я это знаю. Тё буй тё, тё безархван балари. Сейчас, подождите минуточку. Эй. Апти, Умар, и тё бац, тё карбянити швен. Чеченский борс 95. Башлам, где она? Кто она? Что значит, где она? Упрекать именно чеченцев. Ай. Так, освободилась. Андийцы и дидойцы до сих пор так и говорят. Но те, кто правы, да. Однако, вот такой вот рекламяц, брату яц. Надо все попробовать в жизни. Говорят оригинал. Те олс. Тё бац, тё дикырба. Я
Пахнет на самом деле каким-то лекарством. Не знаю, оригинал это или не оригинал, но пахнет он лекарством. Хорошая кола. Ой, вот что я тебе сигнатура миксер с Алдуаром. Очень такая маленькая бутылка. Такая вот. Все надо иногда пробовать понемногу. Так что это была скрытая реклама очень известной во всем мире компании. За это нам не платили. Поэтому Башлам, кола платит тебе за рекламу, Кока-Кола. Берти, если бы она платила, было бы неплохо. Мне вообще-то никто не платит. Дагестанцы тоже очень много населения потеряли во время имамата. Так я не об этом говорю. Если за Чечню воевали 70% Дагестан... Послушайте, там не 70% воевали за чеченцев. Не об этом речь. Он говорит, из армии Шамиля состояли из 70%. Вот о чем говорилось. Ну, про хазарский каганат, все, что говорят, вот некоторые указывают наши кавказские, кавказоведы, оно, к сожалению, не поддерживается другими более именитыми историками, которые относятся, так скажем, больше к центральной части России. И они до сих пор утверждают, что полное разрушение хазарского каганата, который просуществовал 300 лет, мы знаем, да, с 7 по 10 век он просуществовал, и второй половине 10 века он фактически был уничтожен. Вот. Они говорят, что он уничтожен русским полководцем, в конце концов. Но да, есть и говорится о том, что и столицы были не здесь, ближе к Кавказу, а ближе к Дону. К Дону были. А это по всей столице они указывают. И Семендер, не Семендер, многие указывали, что это было якобы здесь ближе к Кавказу. Они не подтверждают этого. Что хазарский каганат состоял из тюркских племен, это оно подтверждается. Но снова же, кто же относились к этим тюркам? Кто конкретно эти тюрки? Очень расплывчатое понимание по разговорам этих ученых. Вот. Про иудаизм они рассказывали очень много, как верхушка приняла. Все-таки это было правильно. Наше суждение о том, что хазарские каганаты, верхушка непосредственно каганы, приняли иудаизм. Сохранились документы в виде писем более позднего периода хазарского каганата, и оно является доказательством того. О том, что были войны между хазарским каганатом и исламским халифатом, это тоже подтвердилось, и это как бы достоверный факт, долгое протяжение, то, что хазарский каганат поглотил Аланское царство, и они действовали. Ну, тут, знаете как, к сожалению, при описании вот этих объединительных войн хазарского каганата, они говорят, что хазары это тюрки, а аланы это чисто ираноязычные. То есть там о кластере кавказском фактически не упоминается. Ну, даже если они упоминают, они не говорят, именно ираноязычные. Я не знаю почему. Что касается культуры хазарского каганата, они говорят, что это культура, смешанная культура. Что там часть аланской культуры, часть хазарской культуры свойственна, то есть она двоякая, 50/50. Много очень интересных моментов, конечно, надо перепроверить. Это просто как бы поверхностное, как говорится, к тому, что мы обсуждали. Влияние гуннов на Кавказе, они тоже сказали, что это очень тоже преувеличено, поэтому надо поработать, надо посмотреть, надо поискать. В этом, надеюсь, нам поможет великий Тё. Тё должен помочь. Тё это самое Тё. Вот. Обряд захоронения типа хазар идентичен аланской. Это очень важный фактор. Но об идентичности там не говорилось.
Небольшая схожесть там говорилось, но чтобы прямо он был один в один, этого нету. Захоронений вообще курганов хазарских, он говорит, очень много, но найденные артефакты немножко говорят о ином. Надо поработать, надо посмотреть. И мне, честно сказать, интересных моментов очень много. Я не могу, конечно, говорить однозначно за все, но по хазарскому каганату надо посмотреть, еще поработать. Побольше поработать и посмотреть. И ассаламу алейкум. Я так понял, по ошибке запрос направлен. Какой-то агент 654 по ошибке направил запрос, походу. Ну да ладно. Так, это я видел. Так, есть. Так, сейчас давайте посмотрим. Ассаламу алейкум. Я хочу спросить тебя о том, что мне рассказали. Говорят, что один старец из нашего Тайпазанка рассказывал после Кавказской войны. Приехал к ним молодой человек и говорил старейшина, якобы он приехал из Турции, аварец, и он клялся, что он сын имама Шамиля. И выдвигал свою кандидатуру на имама Чечни. Со слов старца ему отказали старейшины и выдвинули имаму человека из ночи. Я так подозреваю, что это был Алибек Хаджи. Со слов старейшины, это то время Николая II. Знаешь ли ты достоверно или нет? Я достоверно сказать не могу. Полевые материалы, они очень сложные, не забывайте об этом. Что Алибек Хаджи Зандакский был последним для нас, да. Но у Сюли есть свое мнение. У нас был и до Алибека Хаджи, был и Байсангур Биновский имамом. Ну, 2 года он продержался, как бы был назначен после имама Шамиля. Вот. Так. Сейчас давайте посмотрим. Так, это история войны. И что здесь сказано? От природы развитой. Большая часть женщин не засилена, пококетничать и влюбчивы. Чувствуется от природы и мало развитая женщина передается своей страстью вплоть до последнего степени. И Руслан, наш брат Адык, задонатил. Огромное спасибо братьям Адыгам. Руслан, ты мог бы устроить дебаты с Дмитрием Картвелло? Я дебаты устраивать ни с кем не собираюсь. Если он придет в эфир, я его приму. Но если то поговорить о чем? О нашей истории. Поляна сомневается надежда, она, постучавшись в дверь, шагнула порог, встречается глаз на глаз. Это какая-то чушь, конечно, честно скажу вам. Это чушь. Мой Кавказ, то, что прислали, это уже осквернение. В это время очень многие писатели писали, что... Вот, Руслан прислал донат. Я не Бузик, я Черкес. Битоков с Ютуба. Битоков с Ютуба. Дай Аллах, чтобы у тебя в сотни тысяч раз приумножилось все, что осталось. Огромное спасибо за то, что задонатил, брат мой. Братья Адыги поддерживают наш канал, и за это им огромная благодарность. Что Хазаргала. Ну, многие вещи, конечно, которые нам рассказывают. Парламент Чечни внесет законопроект в Госдуму о запрете упоминания национальности преступников. Если я не ошибаюсь, он уже внес Рамзан уже внес.
И я считаю великолепным этот законопроект. Это давно должно было бы принять его. Очень важный законопроект для всех жителей России, потому что нарушители общественного порядка, нарушители любой национальности, граждане России, не нужно их упрекать тем, в каком они были непосредственно статусе, в какой национальности он относится. Бандит, он есть бандит. Надо его посадить. Причем тут говорить о всей национальности? Зачем многонациональной России задевать народ? С учетом того, что когда что-то хорошее происходит от представителей нашего народа, ну, кавказских, любых национальностей, дагестанца, чеченца, ингуша, осетина, кабардинца, он становится гражданином России, чемпионом чемпионов, и он великолепный боец на UFC, любых спортивных. Разницы нету. Изобретет он самолет, он российский ученый. Если он физик, он российский физик. Все великолепно, все хорошо. Это размывается понятием как российские ученые, российские. А стоит каким-то утыркам совершить преступление, без разницы, где бы то ни было, сразу же нужно называть его национальность. Зачем? Зачем? Чтобы перед всеми остальными народами России этот народ чувствовал себя ущербным? Что от них появился такой больной человек? А разве нет у этого народа таких больных людей? Пьяных, выбрасывающих детей в мусорные баки, убивающих своих бабушек, дедушек, там, не смотрящие за родителями, пьющими, бросающие, толкающие под рельсы, обворовывающие пьяных пенсионеров. Упал с инфарктом профессор в Санкт-Петербурге. Не вызвали вовремя скорую помощь, он умер. Это знаменитый был один из знаменитых ученых Санкт-Петербурга. Неужели в этой ситуации нужно называть и говорить, что вот мы не можем судить весь российский народ вот таким образом? Я считаю, что этот законопроект великолепный. И кто бы его ни внес, я благодарен Всевышнему Аллаху, что инициаторами вот этого закона стали нохчи. Это великолепно. Это хороший закон. Если он пройдет федеральное, как говорится, в парламенте, это будет вообще хорошо. Если мы хотим строить реально сильное государство, называемое Россией, нужно этот закон принимать. А так хорошее сделал, ты россиянин, плохое ты сделал, ты осетин, чеченец, ингуш, дагестанец, кем бы ты ни был. Вот смысл какой? Мы, многонациональная, многоконфессиональная Россия, должны быть еще раз повторюсь себя, где-то дебаты, что-то делать. Если этот человек придет ко мне в эфир, я готов поговорить с любым человеком. С любым, и с ним, и с кем угодно. В историческом плане. Ну, вот не надо вот только передергивания мне вот этих рассказов, вот эти байки. У нас есть, у нас нету. Для начала он должен представиться, сказать, что он осетин, Дмитрий Кулумбеков. Я представляю, вот я осетин. Вот вести. Не надо говорить мне за моих братьев ингушей, не надо мне говорить за моих соседей грузин, не надо. Как он осетин, он должен от осетинского свое мнение осетина высказать мне, если у него таковое есть. Я считаю, так должен каждый достойный человек поступать. Я в душе считаю себя американцем, поэтому я американец. Что это такое? Или я в душе считаю себя японцем, у меня есть самурайский меч, я все, самурай, что ли? Дебаты. Дебаты ведут политики. Я блогер. Если он хочет пообщаться с чеченским блогером, со мной, welcome, добро пожаловать. Он может прийти, я с радостью пообщаюсь с ним. Без мата, без этих его понтов, которые он там несет. Пожалуйста. Но снова же мы поговорим о моей истории и о его истории. Вот. Ни больше, ни меньше. Он не грузин, чтобы со мной говорить за грузинскую историю. Он не ингуш, чтобы он говорил за ингушскую историю. И все. У меня в эфире дадут говорить. Гарпун 9484. Есть такая хорошая кнопка. Нажимаешь, и комментарии прекращают.
себя показывать. Тут даже не нужно, без комментариев я могу поговорить с этим человеком, если на то пошло. Вот. Но в данной ситуации разговоры о том, которые будут непосредственно подводить под статью, сидеть где-то там, извини меня, в Грузии и выеживаться, говорить, что я такой правдоруб, это, конечно же, интересно. Но тогда кумыкские чеченцы тоже должны за себя говорить, а не за нас, кумыков. А что сказали кумыкские чеченцы? Я не понял. В чем твоя суть? Вот объясни, вот все ты к чему подводил сейчас это? Кумыкские чеченцы – это граждане Чеченской Республики. Это граждане Чеченской Республики, это наши братья, сестры, которые живут здесь. Причем тут это? Я не могу понять сейчас, о чем. Они о чем говорят? Разве я сказал хоть слово, что они говорят то или иное? Есть осетинские кумыки, есть чеченские кумыки, есть дагестанские кумыки. Это которые живут в разных 3 регионах. У каждого свое мнение. И что я должен выслушать? Я не могу понять тебя. Как понять кумыкские чеченцы? Или чеченские кумыки будет правильно. Не кумыкские чеченцы, а чеченские кумыки. Как это понять? Объясни мне просто-напросто. Ты зашел сдалека куда-то там в дебри, начал мне называть Кулумбекова, который является, оказывается, является не твоей национальности, не твоим согражданином, я не знаю, или как угодно называй. Ты вообще, что ты вообще несешь? К чему ты вообще ведешь, я не знаю. За себя ты неси и говори, вот я кумык там, хасовский, я хочу сказать то-то, то-то. Если тебе что-то не нравится, допустим, если я что-то как-то тебя оскорбил или задел, если я такое сделал, конечно, я прошу у всех прощения, но я никогда никого не задеваю. Я сказал лишь то, что не надо. Я сам кумык, вы на нашей земле живете и врете. Какая земля ваша? Гарпун 9484. Твоя земля это там, где ты сейчас находишься, да? Назови мне координаты, дай мне, селение назови. Где я на твоей земле живу? Я живу на исконно чеченской земле, где нохчи были хозяевам, были и будут. Назови мне, скажи, где я живу на кумыкской земле. Освобождайся, не надо блокнуть, не надо никого блокать. Ты 0 без палочки на сегодняшний день. Ты 0 без палочки. Во-первых, ни имени, ни фамилии, ни своей фотографии. Ты просто пустое место, которое зашел с пустой аватарки. Говоришь мне, чтобы я провел дебаты с осетином, который проживает в Грузии, и тут проталкивая свою тему какую-то непонятную. Кто ты, нарнеец? Чекиндес, ты откуда? Где твоя земля, скажи мне? Соборди, Соборди. Хорошо. Ого, Соборди, Соборди. Сейчас, подожди, 5 секунд. 5 секунд. Подожди, подожди. Не тратьте время. Домой. Пошел Федя. Федя пошел домой. Все, больше нету. Больше нету. Не пишите, ничего не говорите. Нету. Нету этого человека. Это балабол нарнийский. С пустой аватаркой. То чеченцы живут на их земле, теперь ингуши живут на их земле. Надо этого человека отправить подальше. Я его отправил. Оставьте. Все. Все. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Дальше продолжаем и отвечаем на вопросы. Бисмиллях. Фитначей отправляем домой и продолжаем. Задавайте вопросы. Башлам, расскажи, как... Я не могу рассказать тебе отделение Карачаевского, Кабардинского, Балкария. Это адыги, это адыгская история. Об этом я рассказать не могу.
Это их внутреннее дело, уважаемый мой брат Кавказ мир. Если бы ты сказал о взаимоотношении моего народа с адыгским народом, я бы рассказал. А рассказывать, почему поделилось, как поделилось, это не мое дело, и я этого не знаю. Я не изучал этот вопрос. Я не специалист по адыгской истории. Не надо мне приписывать того, что я не делаю. Взаимоотношения с адыгами у нас великолепные, братские. В Кавказской войне они пострадали не меньше чеченского, если не больше. Сегодня 80% по всему миру разбросаны. Небольшое количество осталось дома. Многие общества, такие как убыхи, вообще вымерли. Фактически, там, даже которые не вымерли, остались там без языка родного. Вот такие вещи я могу общие рассказать. Но рассказывать что-либо более, как они разделились на карачаевцев, на балкарцев, это не мое дело. Я не занимаюсь фитной. Я занимаюсь единством кавказских народов на Кавказе. Адыги – коренной народ Северного Кавказа. Понимаете? Адыги – это братский, коренной, автохтонный народ Северного Кавказа. Со своей очень богатой культурой. Великолепной богатой культурой. И я не могу ни слова плохого сказать ни про адыгов, не могу, ни про один автохтонный народ этого Кавказа. Не задавайте такие вопросы. Закончился час, мне нужно перезагрузить эфир. Я перезагружу эфир, и мы продолжим дальше и пообщаемся. Не теряйтесь, мы продолжим и отвечу на ваши вопросы. Валейкум ассалам. Что касается остального, единого народа, разделения на общество, таким образом царская Россия управляла, показывала более лояльных, более воинствующим другим обществам. Если ты имел в виду по разделению на кабардинцев, там, я не знаю, на черкесов и так далее и тому подобное. Адыги, адыгский народ — это единый народ. То, что им дали какие-то названия, но сегодня они себя не чувствуют разными. Они же говорят, что они все адыгеи. Грузины говорят, что они все грузины. И, машалла, это хорошо, когда на Кавказе чувствуют народы единым целым. Это хорошо.
Разделили, так было проще управлять губерниями, вотчинами, княжествами на Кавказе, Западного Кавказа, Центрального Кавказа, да и Дагестана. В принципе, Дагестан не стали делить на округа, потому что слишком много национальностей, 40 национальностей, там одно-два села, один язык говорят, там остальное. Наверное, это была бы слишком уж многоцветная карта. Хотя, не знаю, по справедливости, если говорить, конечно бы, может быть, это было бы и правильно. Но их назвали Дагестан, Чечню назвали Чечней, как говорится, хоть и мы и Нохчи себя называем. Кабардинцы, адыги, черкесы одно и то же. Да, конечно. Адыги, адыге это их самоназвание. Черкесами их назвали русские, кабардинцы их назвали русскими. Это все один и тот же народ, конечно. Правильно говорить, самоназвание их говорит адыге. Очень достойный, мужественный народ. Вот. Что касается некоторых боевых крещений вместе было и такое, что за царскими войсками шли некоторые князья, это тоже было черкесские. Получали, так сказать, преференции от Московской Руси, такое тоже было. Но за это не отвечает полностью все, как говорится, все адыги. Или там за одно из чеченских обществ, которое с кем-то там могло навредить, это тоже не. Ну, заметил, конечно, там есть на то основание, мой Кавказ. Я читал книгу Птге Хабзе. Ну, это да, это как наш кодекс Хуанхалла. Тоже Адыге Хабзе, это вот такой же, только два народа на Кавказе, наверное, имеют именно вот этот кодекс чести. Не в обиду никому, но, по крайней мере, который я знаю. Да, во время перегрузки на нашем эфире второй части было 400 человек. Это то, что зафиксировано у нас. А я и не видел, но мы же знаем, что он провокатор. Провокации, кто бы ни был, не ведите провокации. Живите мирно, дружно. Честь дороже жизни. Так, сахакаячи салам маршал дума серга. Чермо, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Чермай, диктайбду. Яхьоштайбду. Которые думают, что этими словами оскорбляют чеченцев. Не надо оскорблять никого. Нашествие Тимура не самый приятный период жизни нашего народа. Очень много непонятного, таинственного, неизвестного. Ну вот. Конечно, хотелось бы больше узнать об этом, но пока, к сожалению, знаем очень мало. Дейла Абашлам, у тех, кто это делает, есть ли честь и совесть? Ты про кого говоришь, Айля? Да, я отвечаю на вопросы, которые вы задаете, и, в принципе, нормально. Не знаю я, кого идет параллельные эфиры, кто там ведет свои эфиры, я не знаю, Вежли. Я веду у себя эфир, касаемо истории нашей. Тё, нашли Башлам, завершай. Тё, это наша тема, Аптей, братан. Тё, это хорошая тема, без тё жить невозможно. Наверное, надо завершать мне эту свою рубрику, свои прямые эфиры. Заняться заняться бизнесом, продать свой аккаунт, который
предлагают сейчас, кто посмотрим, кто предложит за аккаунт какую сумму. Продам свой аккаунт, возьмусь за другое дело, наверное. Буду работать, буду искать. Вот. Это вот тема. Я никогда не слышал, что чеченцы живут на ингушской земле. Но слышал, как чеченцы говорят, что за справедливость. Может быть, ты не будешь вообще сейчас об этом говорить. Ни чеченцы не живут на ингушских землях, ни ингуши не живут на чеченских землях. Оставьте Дайлдаши в покое. Один народ справа, слева, а детиши. Опять, что бы я ни сказал, как бы я в этот разговор не встрял, вы обвините меня. Пойдете, настучите на меня, обвините во всем меня. Как вы это любите делать? Кто бы это ни был. Я это говорю всем сикофанам от самого верха до самого низа. Мне до вас дела нет абсолютно. Оставьте в покое уже. Тё это жизнь. Тё это философия. Эту философию знают только 3 человека. Апти, Умар и Башлам. Это философия Тё. Вот. Если жить по философии Тё, то можно достичь многих хороших. Валикум ассалам. Вот. Материалов, снова же я говорю, очень много. Карт очень много, роликов очень много. Я просто не хочу вас чисто вот научными чем-то грузить. Очень много материалов, которые описали кумыкский князь, это который был в гостях у нас. Я его тоже постараюсь. У нас осталось еще 2 месяца. За 2 месяца я постараюсь вам это тоже выложить. Вот. А так я уже... Изогу. Да нет, сиксоты, сикофаны, мне, честно сказать, не это уже. Понятие жизни, к сожалению, стремление к чему-то. Тё чефирю, яц, тё чефиряц. Тё это не... Это энергия жизни, понимаете? Это философия жизни, тё. Это живое, это живое, теплое, живое, такое, как ты и я. Это не чефир, не чай. Вот. За это время, да, я постараюсь очень много интересного, нового показать вам. Вот. Посмотрим. Вот. Если что-то изменится, что случится через 2 месяца? Через 2 месяца... я стану старше. Это имеет свои какие-то, может быть, не знаю, как тебе объяснить это. Я знаю, что говорю. Ну, посмотрим, Ажри. У меня, к сожалению, или к радости, то, что ты делаешь ради своего народа, я постараюсь его сделать. Валикум ассалам. Показать вам максимально все, что возможно. Вот. Касаемо нашей истории, нашего народа, географии, адатов. Я все это сделаю. Я, как обещал, сдержу свои слова. Но насколько это продлится, сколько я смогу это протянуть, я не знаю. Я не говорю, что я закончу все за 2 месяца. Получится это или нет, я не знаю. Ну, наверное. Вы должны понимать, что мне не все так, как говорится, легко дается в этой жизни. Пока все работают, пока все занимаются своими делами, я пытаюсь сделать что-то полезное, но есть люди, которые это не понимают. Вечно юэлэхши, муатбэхчи, эри, вожи. Я уже, честно сказать, он уже... Вот. Так. Наверное, так. Что касается семьи, детей, вежри, всем, кто здесь в эфире есть, я за все время эфиров никогда об этом не говорил и не говорю касаемо... Я вам рассказал одну чеченскую традицию. И в этой традиции говорится, если говорилось,
раньше делали наши старики, старейшины, говорили, если парню исполнялось там совершеннолетие, от 18 до 20 лет, и спрашивали, «Тэхэ спрашивали, есть ли у тебя потомство. Если ты говорил, нет, я не женат, они говорили ему, «Хайкоман мостову». Если перевести это, ты враг своей нации. Это в этом заключается философия нашего народа. И на русском языке есть, и вся эта философия нашего народа заключается в том, что каждый молодой человек должен оставить потомство для этого народа. За это, то, что я это не выполню, я не переживаю. Вот. Но гора не щище, риск штуцага за это время, если что-то изменится, может быть, в лучшую сторону. Если сажимать это более, я постараюсь дальше продолжить свою работу. Помогать вам довести до моих братьев, которые живут и по всему миру, делать эфиры, ну, по мере возможности, конечно, если получится. Если не получится, ну, в конце уже поблагодарю вас и как-то так, короче, забегать вперед не будем. Цахабы. Понимание людей у каждого по-разному. Да диеш чакда диеш шум что я свой колом духду. Цаит миллион ночи ошка яча. Ака мохк цабирча. Войнюк адол 15 сөйтча. Там много вопросов. Возродить родной язык, возродить историю. Нет, я вообще даже не было, даже не намекал о женитьбе. Нет, конечно. Вот, это не о женитьбе. Загу Аллах дал сиду Аллах, дал духваху Аллах. Я постараюсь сам как-то потихоньку выйти, но мы, иншаллах, да, отажим нас данислу крыдуе, из данислу дариса. Постараюсь. Если постараюсь, просто я уже, честно сказать, башлам хада вахищат, хо дезудия лурду кыта. Тут чуверзин усожем. Ченхуа чуверзин олду канерсин. Башлам дез хайон дегер дел онор хасан генти дез должен соинс. Самогатив жридан лаха. У нас очень много интересного еще впереди. Очень важного впереди по нашей истории. Башлам, что там было насчет нации кумыков? Нет, там один зашел, притворялся, что он кумык, говорил, что чеченцы живут на кумыкских землях, ингуши живут на кумыкских землях. Провокатор был, я его выгнал просто-напросто к чертовой матери, и все. Ну, очередной нординец пустой аватаркой зашел, и все. Еще раз, для дебилов, недоразвитых, говорю, что нординцы это не нация. Нординцы это болтуны и сказочники, оскорбляющие другие нации. Вот кто такие нординцы. Не надо притягивать к себе это. Русланбек задонатил и написал «Чикиндештир». Русланбек, да, Саадуэл. Русланбек задонатил и сообщением от чикиндезов. Вот такой вот смешной донат. Русланбек, да, Саадуэл. Огромное спасибо всем моим братьям, которые время от времени помогают. Сегодня вашему безработному брату-блогеру, но ничего, без работы, без ничего, жили долго. Да,
Есть великолепное образование, да, есть стаж госслужбы, но не всегда получается все. Пока есть плачущие, ноющие стукачи, мы дома проживем неплохо. Да, очень много интересных материалов. Очень интересно, много. Я вот то, что и заказывал, то, что предоставили достойные патриоты нашего народа, помогают мне, если думаете, не финансово, конечно, кто книгой, кто картами, кто материалом. Поэтому всякое. Правда, тё не предоставляет никто. Тё это тема. Вот. Все говорю о тё с Умаром, с Аптей. Интересное впереди. Ну, все на основании документов. Подождите, у меня там по ходу этот замкнул освежитель. Так, огромное спасибо всем, кто ставит лайки, нажимает на сердечки и продвигает в топы наш прямой эфир. Да, год почти бы. Не вини нас, ты сам отказался от тё. От тё я не отказывался. Тё это философия. Тё это понимание, понимаешь, это жизнь. Ассаламу алейкум, брат. Хотел спросить, если кого из наших сейчас спросить, из какого он тейпа, почему многие говорят, что мы просто нохчи. А это говорит о единстве нашего народа. Это не потому, что у них нету тейпа. Сейчас нохчи долдер. Главный приоритет это нохчи. Потом уже идет тейп. И ты, если хочешь объединить, ты говоришь, что нохчиву, сакам нохчиду. Это вот башламун бахашка, да, башламун бахашка, эрзуна шхайзу. Больше стихотворение слушал бредни, ну, как говорится, удивительно. Сонгш был нах арбитр бой обсуждается было сонгшнах. Башламун бахашка, эрзуна шхайзу. Есть такое. Хамаш тукшун, если ол нохчу саг тайп хач. Со тайпан эршбату кома нохчу. Но правильно сказать, нохчу тайпан эршбату. Зурнеу. Сощитол. Quaital de да зуру. Зурюцунце. Как же... Не знаю, как ты... Я продолжаю дальше в том же духе. Иншаллах. Нохчал боштул. Дуаштуй, лачел, дуаш до конца чахдах лез. Со нохчу. Цоншу учанте, как говорится, HH 80. Хьюлет Паккард. Идрис Седой. Тамерлан. Да, Седой. Ой, дождь, духар дать, я же тебе сказал, Мамут. Это говорит о многом. Провокации не пройдут. Дал вызов.
Дальше. Вопросы, вопросы, вопросы. Европер, вежри, хатта, что это ешь? Ютубер, червю, хатта, что это ешь? Если есть вопросы, задавайте, братья и сестры. Никакой вода не поможет, сэр. Я не... Провокация, Джою. Чекаю, с провокацией. Вержи, махкар, еняу провокации, хума, гейла, мяца. Не понял, башлам Лоузарг Мацуатовой. Лоузарг хватта халдаться пока. Кизляр исторический чеченский город. Гызлары нет. Гызлар крепость Кизляр основали не мы. Исторически считается, что на этой местности, хотя и жили в этой окрестности Нохчи, были месхетинцы. Насколько это правда, надо проверить. Цававали. Я не знаю, почему он не зашел. Я очень хотел поговорить с Сулейманом Демирхановым, почему-то он не смог зайти. Не знаю, с чем это основано, почему он не смог зайти. Запрос ему отправить я не смог. Вот. Заблокировать, там, прикрепить, присоединить было, но принять в эфир я его не смог. Не знаю почему. У нас поднималось, видите, запрос, у вас нету запросов, хотя Фатима Казакова отправляла, есть Содуха, то что башлам, есть у нас древние артефакты, которые древнее, чем какой-либо народ. У нас много чего было. Сейчас Арбиса дал барца бойлва алла иштанатеатин. Дерез хил, да луква хуэл, будиснег эзершка солда хил, да сидуэла. Огромное спасибо за поддержку нашего канала. Башлам, ты прямую трансляцию только наших зовешь? Кто сказал, что я зову наших? Да нет. Любых слышал ли ты про сражение в селении Ялху-Аймах с Воронцовым? Про сражение слышал, но было ли оно только с Воронцовым и какие-то отдельно эпизоды к этому периоду, я не слышал, честно сказать. Возможно, оно было, но Воронцов, к сожалению, не самый лучший, кто себя показал в этой Кавказской войне. Так, с Воронцовым воевал этот же Дуба. Воронцов много с кем воевал. Башлам, правда, что Ермолов сбежал от чеченцев, переводившись в женское платье? Нет, неправда. Неправда. Ермолова Москва отозвала. Вот. Это неправда. Что касается, что он один раз избежал смерти и того, что его поджидали отряд Бибулата Таймиева, об этом описывается, что просто-напросто повезло, что во время тумана было, и что под покровом тумана Ермолов избежал вот той облавы, которая готовилась на него. Это было. А что он сбежал в женском платье, ну, блин, я не знаю, я такого не слышал. Честно, не слышал. Такое, насколько я знаю, было написано письмо, что методы, которые применяются Ермоловым, привели коррупционные, так сказать, в начале то, что он пытался сделать и к чему он привел, что он не достиг того. Записки Грибоедова, якобы говорят, что Грибоедов на него написал книгу «Мелхе – это чистые ночи».
Не знаю, может, я не знаю, честно, мой Кавказ. Я не читал такого. От историков я такого не читал. Да и навряд ли бы такое написали. Не всякого сомнения. Вот. Дальше. Вопросы. Странно, вы сегодня даже ближе к часу сдулись. Вроде пятница, вроде самые активные должны быть. Может, у кого-то еще идет параллельно другой прямой эфир, и вы ушли туда. Если я... Знаете, что самое интересное? Если я с кем-то не рублюсь жестко, то есть кого-то не приглашаю там и начинаю дерзить друг другу, то мои подписчики какие-то пассивные бывают. Стоит влезть в любую там движники. Дальше, конечно, бывает интересно. Куда можно первую экскурсию в Чечне, в горы? В Европе давно. Я в Европе. Куда? Ну, если ты в Европе, начни с Чеберлоя. Башлам. Элхма Амада позови. Никого я звать не буду. Вы меня с кем-то путаете уже. Я никого не зову. Тот, кто хочет, сам приходит. Я никого не зову. Если кто хочет поговорить, он может прийти сам. Ну вот, был в прямом эфире, он в курсе последних событий, Дик Вистхеллер. Вот, наверное, поэтому резкий отток у меня подписчиков. Я не знаю, Ваша, Зарик, я здесь был. Есть какие-нибудь новые новости? Я имел в виду, он адекватный брат. Да все мы братья адекватные. Ну, про села, ауховские села я опубликую скоро. Там общие. Именно отдельно про Хас я не знаю, там было или нет, но основал это славное такое неблагодарное дело, конечно. Почему? Потому что в честь Хасава, кумыкского князя, говорят, что они основали на землях, в которых проживали чеченцы. Не могу сказать достоверности этого всего. Поэтому пока посмотрим, что к чему, дальше будет видно. Вот, посмотрим, что там. Зарик, у него закончился эфир уже? Эфир закончился? Ну, сейчас сюда придут многие, может, расскажут, что было у Даудова в эфире. Башлам, в 1989 году, помню, Сюли на белые копейки ездили по нашему селу, выкупали чеченские национальные вещи, ковры и многое другое. Помню, этот человек машину предлагал за чеченские ковры и другое. Я слышал, что Хасав был чеченец, и его потомки живут в Ближнем Востоке. Такой информации у меня нету, Золго. Может, надо проверить, посмотреть. Башлам, всех прочили юрт факч. Я лег, Цудекумет, я ваш ерга к западу юг вай Шалинского района волчил Чириюрта. Имеет ли какое-то отношение? Чириюрта вай ногчи церхю. Чир ите нах. Чириюрш был нах. Шхезасунеза. Не чир. Вот у нас есть прямое. Вот те, которые кровники проживали. Ждувай, не знаю насколько. И поэтому там тоже есть Чириюрт.
Но я не часто, я привожу просто ауховские, там, где проживали чеченцы или имеют какое-то отношение к чеченцам. Вот это я пишу, конечно же. А дальше, конечно, надо посмотреть. Шалинские гора. У тебя со мной какие-то проблемы. Так вот, Иштхал, что Кольга. Этот Хасу эмигрировал в Иорданию, похоронен на голландских высотах. Если он эмигрировал в Иорданию, в любом случае про него знают, и где он похоронен, могут с точностью рассказать наши братья из Иордании, Урду Махкар. Мы обязательно свяжемся и узнаем, насколько это достоверно. Если он представитель нашего народа и из любого из наших тейпов, мы об этом узнаем. Вот это я слышал. Почему? Потому что там историю нашего народа, вплоть до того, как они перебирались, на какой тачке были предки, мухаджиры наших, тех, кто перебирался туда. Об этом все знают. И скрыть это невозможно. Опять же, очень сложно будет доказать и сказать, что Хасав был представителем нашего народа. Почему? Потому что они могут сказать, это одноименное, там, не знаю, одно имя и так далее и тому подобное. Надо смотреть, надо проверять. В начале 2000-го дагестанцы ездили по селам, закупали ковры, мебель, другие предметы антикварные, говорили, нужны для музея. Шарбал, так, дальше смотрим. Сул Шалинском районе Юл Чириурта Тига Скатабойня Халдерец Этилин Ю Ошхезна Бокрична. Я не знаю. Такого я не слышал, конечно. Чтобы из-за скотобойни называли Чириурт или и так далее и тому подобное. Я такого не слышал. Это какие-то современные, походу, старейшины могли рассказать. Слышал еще, что у его потомков есть документ основателей и тому подобное. Зогу, если это так, то это просто бомбовский документ должен быть. Это реально должно быть реально круто. Это надо, если это есть хотя бы подтверждающее эта информация, валла, я свяжусь, скажите, с кем можно связаться. И урду махка, вай дух ногчи вежри бывает связи, хавая связи девла церк хауса элла, милштейп нару элла, вай да, аха связи дел. В прямом эфире мы можем это все обсудить, и чтобы они предоставили это. Это абсолютно не проблема. Если они, почему? Потому что там проживает всего лишь в пределах 35 тысяч человек, Нохчи, и там все наши села знают друг друга. Нохчи, Шлоуши, Боустига, они не ассимилировались. Поэтому, если мы узнаем хотя бы вот тэп, я-то понимаю многие вещи. Там один парнишка из Шема, Сирии, связался. Я ему задал вопросы, которые зачитывали у меня в эфире, как сейчас у вас. Я задал. Через год его якобы опровергли, закинули, начали говорить, что этот парень ошибся и так далее и тому подобное. Я ему задал простые вопросы, которые вы задавали. Ни больше, ни меньше. А потом, надавив через определенных эмиссаров, которые проживают в Турции, в Сирии, этого парню, его родным, так сказать, немножко так пригрозили, я так скажу, ну, чтобы не создавать проблему, он сказал, что он ошибся, что есть разные там и так далее. Они говорят на нашем языке. Конечно, говорят, они говорят на чистом нохче языке. В чем проблема? Они сохранили полностью все традиции, все. И там никаких проблем с этим нету. Урду Махка Ашбу Нохчиц и Нохчибу. Большая делегация приезжала в Чеченскую республику. Кстати, с Ауха, вот с этой области там тоже есть очень много и биноевцы, все это знают. Я же проводил прямые эфиры с ними. Вы просто сейчас подписались, многие не знают. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Я разговаривал с потомками мухаджиров Иордании, с потомками мухаджиров Сирии, с потомками мухаджиров в Турции. Я со всеми с ними разговаривал, проводил прямые эфиры. И мне они рассказывали одно. Я, валлахи, биллахи, талахи, ни одного из них не имею, ни власти, ни силы. Ни один из них не является моим родственником. Или там политически, там, чтобы я что-то обещал. Нет, эти люди, я с многими общался и в прямом эфире перед вами задавал те же вопросы. И вы слышали ответы на эти вопросы. Поэтому я думаю, что вы это все знаете. А то, что через год или 2 года потом это
Башлам, с нашего села Бамат-Юрт, много в Иордании. Я знаю, Вижри, там как раз таки еще со времен имама Шамиля, еще до того, как переселялись многие наши братья, часть нашего народа Орства, на западной части, переселились туда, уехали на Ближний Восток, поселились в Ираке, в Иордании, в Сирии, в нынешнем Израиле, в то время это была Палестина, небольшое количество в Египте и в Турции, само собой. Башлам хал зама чуах эбехкинчнеха урхида вей махка вехен валах ушнохчу хулшхилли. Интересно просто. Цахила. Урхидатин куза ашхиля нохчу хулш цахила царах. Да, они становились жителями нашей родины, но нохчу хулш цахила царах. Башлам смотрел видео? Нет, не смотрел. Честно сказать, и дела нету. Но я знаю, ничего хорошего, он там обычные свои сказки, а я уже вырос, взрослый человек, и мне не до сказок, честно сказать. Я не хочу судить из-за одного или двух человек за весь народ, и не буду. А так, Астаэлдал дуаша сразу шейн хакшун. Сон мат туарбу, сабяхки вирут, сундер, сон мат аргуладу. По крайней мере, я думаю, что достаточно компетентные люди разберутся в этом. Посмотрим. Сатуяч салтычуна эпсархалла оршхазишум нохчимата. Нохчи киц душуне. Чоне из киц душуне. Давайте дальше вопросы. Сатуяч салтычунах эпсархалла. Сатуяхчу салтычунах эпсархалла. Дицделла. Башлам, почему этот вопрос зачитывать я не буду уже. Фитандой. Цевишиш хатташмади. Барт бухор был, хуммадиц. Че за кипиш, граница. Подрались. Да, маслахат, нехорошо, когда между соседними регионами возникает такая вот конфликтная ситуация. Желаем скорейшего, как говорится, разрешения этого вопроса. Дай Аллах, что все заключилось и все жили в мире, согласии. Мы за мирный Кавказ, за единый Кавказ, без крови, без всего этого. Или Канвел Салтыхилла. О, шейх Мансур, из-за дикдешнишлер. Канвел Салтыхилла бая. Все вот думают, Башлам нахуй, нах из борства. Всех малого бах, нахчувах, всех малого цазималц, башлам. Аминат, мичьях на кочу гуш маяци. Мелх аминат ваючи гуша. Раньше у меня было побольше. Барт багерч, бамабац, тига башлам. والله تأسون أسأل عم إذا رأيته ويدده يدحوي سبيخ بلعباته. Помните, как они делегации на Аллах поехали? Помним, все помним, Мозамбик. Все помним. Чистые погоны, чистая душа.
Погоным чистый ервой Сайт Хусейн. Погоны чистые, душа чистая, никому не желаем зла. Братство, единство, непоколебимость. Башлам, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сермак Церк Фарм. А у Лорда был эфир только что по поводу Абадиева и Бузика. Наши в курсе. Но к чему? Кубарца, худерцу эфира, хуэлерцу. Можешь рассказать вкратце? Я не знаю, я был в эфире. Я не слышал просто-напросто. О чем была речь вообще? Хубар, Лордо Хубар. Кто-нибудь, кто был в эфире у Мухаммада, может зайти в прямой эфир и рассказать, что Мухаммад рассказал? Что сказал? Прямой эфир отправить и рассказать здесь, что он рассказал, о чем речь была. Шаройский Буарз Омар Хавиан. Я не знаю, меня не было там. Я здесь вел эфир. Мы сегодня другие сказки разоблачали, точнее, рассматривали сказки некоторых норнийцев. Шейн Шеде Гушту Бахар и Гушту и Даха Эйт. Табох Чуах Диквист Хилар Мухаммад. Ну, жаль, война. Ваша Ладуха. Вот тебе и на. Ачах цаяла цун эфир цаялейнца. А не закончился эфир у Лорда, да? Чакьяла бахцу. Идрис, чакьяла бах, Идрис. Солнца я... Он прямые сохраняет. Не знаю, сохранил он или нет. Не знаю. Он не сохраняет обычные эфиры, честно сказать. Я не видел. Вроде не сохраняет. Ну, кто был в эфире, кто смотрел от начала до конца, кто-нибудь может зайти в эфир, не показывая лицо свое, рассказать, что там было вкратце, так сказать. Просто зайти, отправьте запрос и расскажите в словах, двух словах, что там было или не было. Я не знаю. Башлам, расскажи про появление чеченских темпов дагестанского происхождения, как это понимать? Нету никаких дагестанских темпов чеченского происхождения. Есть чеченцы, есть дагестанцы и все. Что некоторые называют тейпы, дагестанские народы тейпами, это неправильная или недостоверная трактовка некоторых чеченских этнографов. Большая ошибка. Вот, ни больше, ни меньше. Есть кто-нибудь, кто может зайти и рассказать? Или вы не можете, никто не может рассказать, не показывая свое лицо, о чем шла речь Мухаммада? Странные вы все рвались, иногда рвете все в эфир, а сейчас Сайда позови. Но к чему? Сайдик хакайка, он меча вазай, первый азай, хавайтан сочи. Сюлей тейп себя называют некоторые. Сюли, бу
Ночью был. Дойдите уже, что уже сейчас. Не знаю, честно. Саида позовите кто-нибудь. Я не смотрел. Хорошо. Нахчимуах, Саидик Хакека. Может, он расскажет. Вкратце, если он был там, расскажет, что рассказал Мухаммад лорд по этому поводу. Я только что телефон зашел. Hamza'nın evet. Аль-Композит. По какому поводу, что я пропустил, братва? По какому поводу? Все о том же, все об истории. Сохранить и не отсюда. Не сохранил, значит. Не сохранил. Ну, сейчас Саид, надеюсь, выйдет эфир, расскажет, что там было, может быть. Расскажет. Хитцалсам, что очередь ходты холорвая эфире болуш. Инсам, что я хейтил, это хобочар. Батя 95, Мозамбик, Муфоепа. Ассаламу алейкум, башлам. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Боной эвлах бо, хасавюртах бо. Муфоя, братик, расскажи. Бах. Видел новое обращение. Саид сейчас придет, бах. Ну, все, сейчас послушаем. Как раз Саид у нас любит рассказывать, разговорить. И вечно бывает так, что говорит, что я не разрешаю ему. Но прежде чем Саид зайдет, я как раз, как он зайдет, сначала перезагружу, чтобы, как он обычно заходит, сразу у меня время заканчивается, чтобы этого не было. Надо перезагрузить и поговорить. Поэтому, чтобы было понятно. Сого со сема хасавюрте ишт ош бейшгейн бетсон. Датух саидиза. Каспийс куду салам маршал аухой кваштар. Аухой кваштар безлаш салам маршал ду шу вежершкар. Нохчучур. Ишт салам маршал духвай. Нохчу. Мобайлен венно. Абаев, старая гвардия подтянулась. Минкаэл Масаци Аскервленце Яшюхни Дабул Бели. Минкаэл Цасун Абадеев Оузатсун. Но Милавале Цонгшу Тюниш был Вежри Хелбиз. Дохбу интересуется, изучая Курчаевы, Джабраиловы. Шума Мараденна. Ассаламу алейкум, дал верктивел эфир. Ва алейкум ассаламу ваш Рустам. Цванши. Так. Саид, меча шла. Доц, диц. Хорошие такие названия. Доц, диц, Муфое. Ну, погоди. Минка, Цон, Кшуша, Хенцу, Хан. У кого был эфир? Саид Мухаммад. Какие люди? Хо-хо, Хаманд. Хаманд Халазмадукан Эрса эфире. Саид Мухаммад. Ассаламу алейкум, ассалам. Старая гвардия подтягивается. Странно очень. Я обычно удивляюсь, когда вижу старых волков.
нет, это не донат, не переживайте, это сообщение. Да, понты не катят. Это ты, полковник? Это я, полковник. Зачем? Зачем? Так, Саид, حبيبني. Мне больше всего мне интересно, когда мне начинают рассказывать, почему и как я веду свой эфир или свои тексты. Мне вот это интересно. О, вы знаете, я на Хасун, у меня есть эти... Давайте я сейчас, пока сайт придет, перезагружу, и мы зайдем опять толпой задонатим на счет 3. Алькомпозит, я очень сомневаюсь. Давайте я перезагружу, и мы сейчас сайт зайдет, дальше продолжим. Не теряйтесь, я перезагружаю, и все заходите обратно. Надеюсь, 42 766 298 6448. Номер для доната и поддержки нашего канала. АЗДРСХЛ. Так. Я сразу перезагрузил. Чтобы мы могли послушать. А кто тут был с Хасавюрта, не запомнил ник. Хотел услышать Саида, что говорил Мухаммад. Лорд, что говорил по поводу, что было в эфире. К сожалению, я был в прямом эфире и не смог услышать об этом. Хотелось бы услышать со стороны людей. А что же он сказал по последним, как говорится, по последней обстановке. В эфире. Ну, воен маттер, чебец, мало эфире, вы дольше.
وقت حلق وعي تامو وقت ويسع ديش دوال وقتها ويديتين دوتشا мама с диком, что ведь подик дичь он, несмотря на то, что он руководитель, председатель парламента, и интересные вещи знает по истории. Ну да ладно. Вона سعد هودي اشوتيش وما интернет яцун гашво шо и худа диешутиш. Вала уже ждем его минут 20 хаво эл. Но к чему ахио алатин хаво ицаво. والله طولمت أخيرا موت насчет 30 задонатить, насчет 30 задонатить, адугуар. Донатить, Мадыня Хазарион сообщение. Чего нету, того нету. Я как-то на это уже не сильно обращаю. Даже любой если в PayPal приходит, он сверху становится, написано сообщение, что вам запайпелили. Башлам талламбоху куду. Талламбога, изучение истории. Вот. Халамы, Саид, валла. Запрос, та Саид, расскажи, что там было. Валла, бил. Ёшкин. Матрешкин. Хитсалца, цакойкша. Волца брошя, хауэ. Шинсахта, хасахта, сацацасо, чудуч, вара Саид. Хинц вол эж махаловошо, о чишкер хавошо мацо. Да, да, смухов штатер ашудуется Идрис Абадиев. Инц Москве вале и что карантин он. Хадица хава Мамад Суэль, дица, ордо оэль эфира. Мамад стела канти ишен видео гена бузортана вистхольш бузортана схаттарш деш Абади вистхольш хазашен. Ага. Цардуй, что камилна дохчке пармаха хадицо. Так, шинко манюк апитанш садяш атайчлик хедарвай питаншам цаасум сойштво атайчлик хедарвай хасобре хелчлик хедарвай. Вайн масал гайт деш барбох бахкайнах масал гайтер мэттен цакиум шлилош буиш так. И хахицо сега. Ну это короткое выступление было, да? Насколько длинное оно было, я не знаю. Вот я присутствовал в тот момент, когда он упоминал выступление Идриса Бадиева и ситуацию обсуждал вокруг вот этого, как бы сказать, временного передвижения русла на 5 метров в сторону. Ну, хадица, мол, что там он рассказал. В общем, короче, глава нашего Сирноводского района предупредил главу их Сунжинского района письмом. После всего этого начались работы, насколько я понял. Работы проводятся. То есть предупреждение было, правильно? Насколько я понял, да. Я могу чуть-чуть не понять, но в любом случае он это сказал, что было. Вот когда именно, в тот день или за день раньше или позже, это я не знаю. То есть во всех регионах, везде, у всех цивилизованных народов есть такой момент. Люди ремонтируют дорогу, когда после дождей смывают какую-то часть. И любые нормальные люди, цивилизованные люди, когда ремонтируют эту дорогу, для того, чтобы облегчить задачу рабочим, они могут отвести воду в сторону. Как раз там случился вот такой вот момент. Люди на этом решили хайпануться, я таких понял, я их так понимаю, по-другому я никак не понимаю. Если какой-то вопрос возникает у кого-то, надо обратиться к главе своего района, Сунжинского, там, допустим. Что там случилось у тебя, глава, у тебя вот на границе вот так вот у реки какие-то работы. Надо выехать, посмотреть, они снимать видео и кричать о том, что у них что-то отбирают. Границы, как мы знаем, установлены, и установлены они не так вот, как в древности, там, по рекам, там, не отметками там на дереве, а координаты. То есть, какие бы мы там, не знаю, русло бы как бы мы не поменяли, координаты уже вбиты, они зафиксированы, на многочисленных листах они упомянуты, каждая координата при каждом повороте. И в момент Шицега, после того, как строительные работы завершатся, русло реки во всех цивилизованных странах возвращается на прежнее место.
Ничего здесь такого плохого нету. Закатывать панику надо было не здесь. Если вот так вот подумать, есть другие места, где стоило бы обратить внимание, обеспокоиться, там, посмотреть, поехать, там. В общем, и мы все здравые люди, мы, альхамдулillah, видим со стороны, кто себя как ведет. Но я так Где-то, понял, с первой секунды Мухаммад уже стал ему, был проинформирован по поводу, если я правильно тебя понял, проинформирован по поводу вот этого вот сейчас якобы выступления. Правильно я тебя понял? Мамад в мельчайших подробностях вот в этих всех вещах проинформирован, знает, как быть, Ага. говорит все четко, ясно. То есть Прикольно, я короткое. правильно понял тебя, он указал недоработки, ошибки тех людей, которые более старшего поколения, которые должны были стремиться к братству, единству, а вместо этого, что они занимаются... Вот. Да, конкретно ошибки их я не расписывал, но сказал или намекнул на то, что стоило бы пример подать правильный подрастающему поколению. Конечно, там языками чесать все мастера, но когда вот дело Нет, доходит там до этих момента, когда надо молодежи пример показать, тогда вот что-то никто голову не включает. Вот это я вот этому удивляюсь. Я понимаю, если его речи было что-то новое, или я понимаю, что в его речи было что-то полезное на данный момент, когда не, ну э, ты сейчас новое сказал, допустим, я не знал по поводу того, что вот была бумага заранее, это для меня это реально новость. Почему? Потому что эфир Союз, я не слышал просто его эфир, а поскольку мне сказали, что ты был в эфире, я хотел от тебя услышать, но для меня это реально новость. Значит, была бумага на ровном месте, ни из чего раздули ненужный пафосный разговор, если я правильно понял. И опять же, но даже если бумаги нету, человек, который заботится о территориальной целостности своей республики, должен знать, каким путем и каким образом эти границы, эти соглашения были проведены, как эти координаты отмечались и можно ли их поменять, эти координаты, поменяв русло реки из-за ремонтных работ. Вот это он должен был понять, любой человек. Но когда нужен хайп, когда нужно что-то на ком-то где-то там, не знаю, засветиться, все действия хороши получаются. Ищ момент у тебя, Хиларк. Другого варианта я вообще не вижу. Ищ тунду. Дерес Хилсайд, просто Мухаммад Да, и Цигаю Истреллар. Я думаю, это еще раз, лишний раз показало для здравомыслящих людей, кто как выступает и кто в какой форме выступил. Очень многие сегодня заходили в прямой эфир, задавали этот вопрос, а я, честно сказать, не, не комментировал этот вопрос, потому что, ну, я уже давно, как говорится, на сказки и байки внимания не обращаю. И, знаешь, уже взрослый человек, пора уже не верить в эти сказки там и так далее и тому подобное из-за ададитина. Но то, что был документ, и то, что это так, это реально хорошо. Я прекрасно понимаю, что русло реки, если даже сменить небольшой определенный промежуток места, даже если это так, я так понял, он констатировал сей факт у себя в прямом эфире, там не может быть о гектарах каких-то земель плодородных, что поменяли русло. Там буквально метров 5, может быть, 5-10, не больше, как, если я правильно понял, сега диться ума даться, но Алхамдулилlah, Дел Тамбу, но если Хахан, даже на так... А, извини, что перебиваю. Ты слышал еще тот момент, что они хотят этот Ирзил-заповедник попросить там в руководстве где-то в Москве, чтобы он был не просто ингушским, а был у двух регионов, у чеченской и ингушской стороны. И, как я понимаю, они требуют, ну, не хотят, чтобы какая-то часть земли с территории Чеченской Республики входила в этот заповедник Эрзи, а вот это руководство самого заповедника находилось, или как бы сказать, было в Ингушетии. нет, То не есть, слышал. ну, с этим Маловероятно, они что это... пишут, такие бумаги они пишут, короче, ну, не знаю. Не, я честно тебе скажу, я такого не слышал, и я больше чем скажу, никогда в жизни
такого наше руководство нашего региона это не позволит, потому что одно дело, у них свой заповедник, у нас свой заповедник, и все, каждый останется у себя. Насколько я знаю, последнюю статью, которую я читал, там было, что наши делают даймак, они делают эрзи, пускай у каждого будет свое, пускай у каждого будет у себя дома Мамац не хозяйство. твоя Франция обошла, мамац до того цадаться в Арге, за муердовыга. Эхи тардачу не лырцош, садош лырцо, цу элер печки пар алла цахасон, печки пар элчи чо хидец, но цу элчи маан мудер, хокета муберцен, هينز حوصيش إبقيال ميتر خينا داخلين يتبلغوا تأسون خلوة خليت عنش خيشو تأيي تان أول أتو خليت مشي خوتو تكنيك خوتو أتو خليته خينا داخل تنيو بقيال ميتر يتش إكي خش قيايتش ساتوش خيتش شينا نيس خيتش دتوش أويلر سيز. Я так понял, уведомлять, что нужно об этом даже уведомлять, стоит ли между нами или нет, благодарится не? Считаете ли вы нормальным, что из-за каких-то 2-3 метров нужно уведомлять друг друга и Я благодариться? ищу, считаете ли вы правильным из-за 5-6 метров, которые временно были, там, не знаю, перенесены ради того, чтобы рабочим было удобно восстанавливать дорогу, которая оползла после дождей, считаете ли это правильным, как бы сказать, при этом, ну, писать вот какие-то бумажки о том, чтобы в заповедник Эрзи включили часть каких-то чеченских земель? Это... А, То есть, хажа латнаш хунохчи латнаш лобо Эрзи югдавайт. Типа заповедник югдавайт. А нохчника шенех табеш наха все, понял. То есть, когда говорится о землях чеченской территории, чтобы их добавили, я понял, сейчас все. Ну, да. Гектар нохчи латнаш дезерцан дала нохчица ишта өжералли лош хасқита қиеш. Саму ердер хайшан делда. In حالة وسيلش جرجي إش سيها بلدات شكرت نسيش كنا وينوخ شغلات واخوشن سوكمول خوشن أيش موخي در بشلام يشوي دوزنش حدا وشبوبوش تميلش إيش موخي والله أخي تدرس نوخشي إيش تلج هذا كان تمس نوخشي شيلات تا شي موخك لربا بيش لربا إيش حبي أحكي لو بعشرشكا أمشي لو كولر بيجرش سيه خينا زوا خيد حتى اتنير بوشة تقية حوشية أيبل غير شيء شاقيت غير شيء ليل بات نوخشي كنتي تصندل يحك أيجا وصا يحك أم بصم نوخشي قام إشتغل نوخشي قومن إنس ويديش إنس وخبون أس حالات ويبصو وش خلولي كيرستا وش ستاوروبولي كازاك خلولي تركل سيا تركل الجنيس خدات في دوزنا دولخين سيها والله شيء شواش دعوتين اتخيش تعشيج عروش عيش يترأسون شغوق ديشي تو كذاكي هم يدا ترق تام نوخشي جو هم أسألج دات سونت إخلو تربة تر نوخشي حاجة سايد يحاش وتعدوا ويلول خويز تو حالات نشلش بردات سون أوقع كردنا تشتوخا دون لات نشميشا حين خدو خاون عدوتام وحيزميا خلشي غيلج عربوكش تقوري أو سونتا Угур мискна буказ нех шистя и нех дэши нех гульшия шилонга хок шилч деношка. Машинча да слуша лерглаздоуш отцул чо шилуэн. Ох шил деношка бохш бок энтерш игенцар и хаузмаш байе царги хеттерш далие. Просто дать башлам. Алхамдулиллах сила волч Аллах во бусул бхилар сонах нох чехиланой. Док дозал док дела док бок дел кхетам бок. Ondelch nochtje mentaliteit tussen nochtje qietan bu nochtje qibolch lu kolers nachsa ларам юг метик ташаки пора юqi. Не такой, как у некоторых такой. Пусть это у них черта какого-то человека, может быть, или какой-то группы, но алхамдулилля нохче ищет больше хасхитксу. Бади в своем выступлении, сейчас они вторую часть закинули, они говорят, что цеч ахки мирджигут тур нохче любовцу Бадиевс. Адмема, да, хамадани. То есть эти эти старики, которые сидели на митингах с плакатом, где был написан у нас 3 требования: земля, земля и земля, получается, сидели зря. И и галгай, как и нах, войт мост хибин царях, вой воши, багаж яточ.
ой вообще чихадойч, ой вообще айттершойч, да, и бюхал массухом чуанин коша делчул, я, адит нохчика релатнеш. Нисо хряц иштва дейца бовцу. Вот 100% харцлек дейца, 10% ой, Подожди, тогда никаких этих вопросов не должно быть, по сути. Никаких не должно быть вопросов спорных. Если он говорит, что это было, вот все было в Чечне, тогда все. У нас и не было, мы больше ничего и не говорили. не, Башлам, у таких людей все не бывает. У таких людей бывает, когда вот их разоблачили, тогда они сказали, Петя, когда им все предоставили, показали, каждой делегации, которая приезжала, показали, Я думаю, что в объяснили. этом плане у Амада достаточно очень серьезная база по этому вопросу, по поводу границы и всего остального. Там его, конечно, не так просто Да, будет. чтобы с ними по границам разговаривать, достаточно той литературы, которая была, как бы сказать, составлена самими ингушами и несколько десятков лет назад. То есть все... Короче, я правильно понял, там на 2-3 части он сказал, что он видит этот процесс, Мухаммаду Элег, рассказал про это русло реки немного, и вот вкратце, короче, недолго он был, правильно я понял? Он этот вопрос особо долго, как бы сказать, не обсуждал. И по нему видно, что ему не интересно вот эти поднимать все заново, поднимать, ворошить, короче. Ему самое основное, чтобы друг друга люди поняли, оставили все эти левые лишние разговоры, чтобы мы, ну, здравомыслящие люди, не пытались провоцировать, не пытались там баламутить молодежь. Воен, да, это абсолютно провокация, Да, да. ишкем ДРС, сайт. Дерез Кстати, у насчет нас границы. сегодня большая тема была по этому поводу, точнее, не про это была, а тема была сегодня, наши восточные норнийцы начали сугубо опять баламутить тему и говорить, оказывается, 70% армии Шамиля были сюли, 65% мудиры армии Шамиля были тоже сюли. Короче, много чего там наговорил, что фактически Ошачева рисковать царь. Вся армия была почти имама Шамиля Сюли. И вот по этому вопросу я хотел Сулейману, я лерчу, он не смог зайти в эфир, мы обсуждали этот вопрос. То есть он говорит, 70% были Сюли, 20% были Новчи и 10% были табасаранцы. Кайбабац, это утверждение их историка, профессора. То есть кумыки, даргинцы, лакцы, лезгины, они вообще не участвовали, походу, в этой войне. Я уже про другие маленькие народы не говорю. Вот, и вот из-за этого мы сегодня говорили. Ну, тебе не до нас было, ты более крутой перец, понимаешь? Мы такие приземленные, земельные человечки. Пока вы обсуждали армию Шамиля, мы там русло реки Фортангу там. Ты опять на подводной лодке был? Башлам, насчет армии Шамиля, вот такие разговоры, если наши братья дагестанцы будут вести, я не знаю. Нет, я не буду говорить за всех дагестанцев, я снова же говорю, я поэтому хочу, чтобы ты Я понимал. положительно хочу сказать, чтобы наши братья дагестанцы понимали, у вот этого имамата есть те стороны, которые мы просто, если будем рассматривать их с каких-то там, не знаю, шовинистских сторон, не совсем правильно будет по отношению не только вот к нам, к народу, как чеченцы, и не только к вам, как к народам аварцы, даргинцы. Это, мы должны понимать, что наши отцы проделали тот путь не для того, чтобы мы сейчас что-то кому-то что-то пытались доказывать. Если говорить, обсуждать такие моменты, то две столицы, где находились, где происходили... Нет, ты не понял, карту, которую он показывает, обе две эти столицы находятся в Дагестане. По этой карте. Понятно. А тогда он, получается, еще тогда... В общем, его история Хулцига. Потом у армии Шамиля никогда за весь его период не было какой-то фиксированной армии. У него в каком-то походе могли преобладать те люди, которые живут непосредственно по пути к тому месту, куда назначался их рейд, допустим. То есть вот эти моменты обсуждать бесполезно, потому что если мы вспомним 39-40-е годы, то в его армии 99% мы можем сказать, что были чеченцы, допустим, до того как поднялся аварский народ, там еще соседние наши братские дагестанские народы. Так. Вот эти моменты так нельзя рассматривать. В каждый период
где-то кто-то, чья-то армия могла преобладать. Честно Народы, как скажу бы, тебе, Саид, сегодня человек 20, наверное, где-то начали мне скидывать вот эти скрины непосредственно. Вот, там они посмотрели, скинули. А вот наш брат Адык тоже задонатил. Заур, Аллах да асаадуал. Огромное спасибо. Ты прям подождал брата Саида, пока он начнет выступать. Вот и знакомая вся мелодия. Заур, Баркалла. Просто-напросто, знаешь, в чем суть Саид? Я бы, может, не рассмотрел, если бы один был, только один человек прислал. Ну, прислали многие. И, честно сказать, с такими вопросами, а что, черкесов не было там в армии, имама Шамиля, одни прислали там, спрашивали у меня, другие начали спрашивать, а были ли там даргинцы. Ну, реально, не знаю, то ли это было специально, не знаю, то ли это было реально спрашивали, потому что интересно. Но стоит отдать должное, и в армии Шамиля были и адыги, имеются черкесы, это вне всякого сомнения. Были и даргинцы, и все остальные. И сегодня тут речь не в том, чтобы кто кого хочет задеть или оскорбить Саид. Речь в том, что память предков, которые были объединены общей идеей имаматства, сегодня принижается, понимаешь? То есть мы сделали что-то больше, вы сделали меньше. И многие говорят мне, оставь, ну оставь, это не важно, это очень важно. Почему? Потому что завтра, послезавтра все молодые ребята, которые растут сегодня в социальных сетях, которые вот мы с тобой, как грубо говоря, знаем, что если не ответить вот таким провокаторам, завтра, послезавтра эта тема, она обрастет новыми подробностями, и люди реально начнут говорить, кафиры там не знали историю, они неправду написали, а вот наш написал. Потому что я прекрасно знаю, что фиксированной армии не было. Я могу тебе, вот грубо говоря, я могу поклясться, что 70% армии не было у Шамиля и заварцев. Вот, если бы даже сказали бы 50%, это было бы понятно. Но 70%, почему? И, ну, я просто прислали очень много скринов. И в этих скринах просто есть некоторые наши с тобой так называемые баламутяне из Нарнии. Они, то есть, подключились, хотя вообще не относились ни к чему подобному, вообще ни рылом, ни шилом не относятся к этой Кавказской войне. Но принижение своих. И еще Абдул-Наср, кажется, задонатил. Абдул-Наср, дай Аллах, чтобы у тебя приумножилось все. Садака, баркалла. Это все просто-напросто. Ты понимаешь, когда вот эти моменты обрастают какими-то новыми мифами, завтра, послезавтра, при решении каких-то пограничных моментов, начинается вот это баламутине, понимаешь? Вот о чем я говорю. Благо, хорошо, что сегодня Мухаммад выступил и сказал, он просто-напросто, опять же, по твоим словам, он выступил очень тактично, корректно. очень доходчиво. Ну, на самом деле, если я хороший сосед, если я брат, я, в принципе, говорить, сегодня упрекать за то, что повернули русло руки на 3 метра одно, когда ты сам запрашиваешь чеченские земли, чтобы они вошли, я думаю, что наше руководство и Мухаммад прекрасно эти все нюансы. Я был на встрече, одной из встреч, когда якобы там говорили об этом процессе, это давно было, и поверь мне, мне было не столько стыдно, сколько я реально возгордился тем, насколько осведомлен по этому вопросу Мухаммад. То есть детально, вплоть до тютельки в тютельку. И он в то время, при встрече, в то время говорил, я не переживаю за достоверность той информации, что касается по Фортанге. То есть он был настолько осведомлен этой тематикой. Что-то новое показать мы ему не могли, в принципе. У него все это было, причем архивы все у него были. И сегодня такой человек, конечно же, он будет сегодня владеть спокойно и говорить о том, чтобы какие-то там баламуты, которые сидят, пытаются провоцировать эту ситуацию, они нам не нужны на самом деле. Цару Абаха, цару Адица, Нисуант, Ja, kui ätu our asbol vežers
Гиндл Сюрч, чтобы Сухака выстрел, Юш, Элхетион, Саджим Алом Диснерса. Я Юш держу твоис. Way Bahandos, way Tama, warning air that way. Самаш бар, имамат юкахили. Ne, hay deg way история хлес, да, мег что? Он да, царь вахтарина way. Way вахтария шиат, way цана. Царь вахтарина way, цу юка цаат сахила. Мут сахила тхашара عنقتي شو. إتوس جرمتي جاجين خرج. شيل ياجين خرج. كده كهودا غاتش بوش. أحسوت أوت وين السيوق أخيلة تغلى بوش يازوش بوش تعب. وش تيك توك شوخي أنا وين نايبز ده 65% شاول نايب سيلي خلى بوش يازوش ما يجاز. إز جاز ثاني تو كله يشنا تعطيول محتوى يقصقي جزريو. Если По истории, если касается чисто исторические факты, Сай, мы не просим туда-сюда тянуть. По истории, да. Есть у Шамиля отдельные сражения у войска Шамиля, у армии имамата в разное время или в один и тот же период, просто в разных местах. Если смотреть, допустим, тот период, когда имам Шамиль пошел на Казикумовское ханство, или я не помню, как оно называлось, это административное их объединение. Когда Хунзах ты имеешь в виду? Казикумовский это Хунзах был вроде. Хунзах это не аварская, вот Казикумовская, я так это понимаю, где-то где Лакцы, вот так вот. Ну да, а разве не Хунзах там был столица в Казикумовском? Ну неважно, короче, понятно. Хунзах это сердце аварии. В общем, когда Это была шутка, брат. Ну, в каждой шутке есть доля шутки у Ларис. Да. Не, я просто, ты же у нас профи. Да, Барюхум, да, пошел. В общем, когда Шамиль отправился с тем войском, которое пришло с ним с тех краев на Казикумовское ханство, чеченцы остались в основном без тех людей, которые пришли в эти леса для того, чтобы отстаивать общие интересы. И так получилось, что на Дарго двинулась экспедиция. И в этой эту экспедицию отразили чеченцы. Сразу скажи, Дарго какое? Сразу говори, какое Дарго? Дарго у нас одно же. Я знаю. Дарго, которое в Ичкерии находится. Чтобы было понятно. Ага. В общем, вот эту экспедицию отразили чеченцы. Я не знаю, были там как десяток другой тех, кто был с других мест, но основная масса в источниках указывается, что чеченцы без армии Шамиля. То есть теперь как будет выглядеть, уважаемые наши братья, если мы будем говорить, что вот такие-то аварцы, ушли, а мы там сами защищались, так это неправильно, это некрасиво будет. Поэтому вот нельзя нашим соседям, вот с некоторым с той стороны, с этой стороны, тем людям, единицам, группам, там не знаю, сколько их там, объединяться на одной ненависти к чеченцам и нести несправедливость. Если вы хотите враждовать с нами, хотите там упрекать нас, давайте упрекайте чем-нибудь таким вот, что можно обосновать тем, что нельзя опровергнуть. Потому что когда вы возводите ложь на нас или хотите преуменьшить какие-то деяния наших отцов, ваши действия вызывают у нас какую-то отрицательную ответную реакцию. Конечно, мы, иншаллах, даже если будем отвечать вам, мы ни в коем случае не намерены отвечать ложью или оскорблениями. Мы, наоборот, попытаемся предъявить факты. Если для кого-то эти факты являются оскорблением или, там, не знаю, какое-то указанием на то, что мы какие-то фобы, это неправильно. Мы вам покажем, предоставим эти факты. Посмотрим, сколько столиц, где было, при каких сражениях, кто с кем был. Мы покажем, сколько селений было чеченских уничтожено. Если у вас не будет возможности сопоставить такое же число, давайте лучше не будем заниматься этим. То есть наши отцы вместе, несмотря на то, что мы разные народы, объединились на одной идее, под одним Богом, строили одно государство, пытались отстоять независимость тех земель, сражались друг с другом, а теперь вы полностью противоречите и Шамилю, и их армии, и их вашим отцам. То есть они ради мира что-то делали, ради нашего единства, а вы все делаете, чтобы расколоть нас, раздробить нас.
перессориться с нами. Так тоже некрасиво получается. Лично я, как бы сказать, Са- знаю Саид, некоторые моменты, которые могут задеть аварца, может быть, кого-то еще. Клянусь Аллахом, я никогда в жизни, я даже их не упоминал. Не просто опубликовать, там, выставить. я же поэтому, Саид, давай сделаем так, смотри. Для начала, в первую очередь, когда и мы говорили насчет этой тематики, мы максимально политкорректно выступаем по этой тематике. Не нужно показывать себя, как будто мы обиделись или Не, мы не что мы обиделись, мы что-то... просто хотим, Нет, чтобы я предостеречь. просто хочу, чтобы мы констатировали факты. Есть много фактов. Даже про два сражения, Ичкеринское, Даргинское, Даргойское, Даргинское сражение, которое было. Мы знаем много фактов по этому вопросу. Я это как бы затрагивать не буду. Я не хочу обижать. Конкретно по этой статье я сказал и хотел услышать мнение. Я от тебя это услышал и раскрыл. Но мы будем точно так же предоставлять факты. Потому что запросы запросами, а завтра, послезавтра принизить. То есть мы даже своих, многие вопросы, задающие наши подписчики, они приводят к констатации фактов, которые мы знаем, и они знают. И после Ахульго, сколько пришло человек, и все это мы знаем. И если они так говорят, не называя национальности, мы будем приводить статистику. Это раз. Во-вторых, по нашему с тобой вопросу, вот прислал запрос один. Вот, в общем, действительно, лорд их просто на закуску хавает. Видели, как он два документа по номеру и по дате им сказал, и все их совещание послал в пух и прах. Вот такой комментарий прислали. Да, конечно, видели. Насчет документации, насчет аргументации Даудова, конечно, тут сложно. Тут кроме как неких разговоров и оскорблений, так называемых, оскорблений ничего быть и не может, которые в кавычках безликие могут там болтать и нести. А так у Мухаммада, конечно же, есть и аргументированный документ. Что касается войны Кавказской, Саид, возвращаясь к нашему вопросу, снова же, мы же помним, какие были результаты во время вот этого кизлярского момента. Разговоры, драки, пинание этих знаков. Это было наше, это было наше. Приехал человек, показал карту, показал документы, поговорил, донес до этих болтунов и балаболов, которые подняли весь этот вой, показал, что мы на своей территории. Нам чужого не надо. Понимаешь? И если сегодня опять же поднимается вопрос касаемо Кавказской войны, касаемо вот этих численности и состава армии, они всегда ссылаются на этого Сафарова, кажется, его фамилия, да, Сафаров, Ори? Якобы. На кого я не ссылаюсь, честное слово, я не знаю, на кого не И ссылаюсь. не из Царвичева, и Нохчи Убов, Сафаров. Юсуф. Вот они якобы ссылаясь на него говорят, но опять же, насколько я знаю, и ты слышал об этом, у нас есть ряд документов, в котором очень хорошо упоминается, сколько человек пришло, сколько человек вначале было. Записки Аль-Карахи, то есть, который был личным писарем Шамиля, рассказывал, как он пришел, сколько человек с ним пришло, и какое указание он дал чеченским своим братьям Найбам после того, как его вылечили в Шатое, в Биное, в Урус-Мартане, какое он дал первое указание. Даже об этом пишут не чеченцы, об этом пишет сам личный писарь, который был происхождением сам аварец Аль-Карахи. Мы не это, но если вот такие моменты есть острые и которые не нравятся, я думаю, какой бы он ни был профессор, на сегодняшний день, там же речь идет, там, знаешь, идет перечисление. Они говорят, 65% муртазеков были аварцы, 70% армии, они говорят, были аварцы. Только аварцы, послушай. Больше сражений во время Кавказской войны, они говорят, были у аварцев было, больше сожженных сел. И вот так и перечисление идет, все идет в это. По количеству, когда его попросили, там, якобы скинули какого-то профессора, он скинул, я фамилию не помню, скрины там прислали, старый Ворсига, и он перечисляет, якобы видео скинули мне ссылку, и он говорит там, до 70% было аварцев, говорит, 20% было чеченцев, и 10% было табасаранцев.
ссылаясь на какого-то ученого, который 50 лет, он говорит, я так понял, он был табасаранцем, этот ученый, 50 лет занимается Кавказской войной, и говорит, за то, что он занимается, он то, что сказал, его там подведем итог, как говорится, все учет 10% табасаран. Знаешь, что самое интересное? По официальным стат-данным, которые были за 1825-33 года, то есть это до начала, чтобы ты понял, до начала Кавказской войны, которые были российские официальные данные, по ним все население чисто, вот инсулют население, их всего, всех вместе было 25 тысяч. То есть и женское, и мужское. Отдельно там идут андийцы, отдельно идут там дидойцы, они даже не идут. Их там не 25 тысяч, от 15 до 25 тысяч. Этот документ есть. И ты его видел, и я его видел. Возникает вопрос, если даже по их утверждению армия Шамиля была 21 тысячу, хотя я честно никогда не видел, чтобы в армии Шамиля было 21 тысяча. Там лучшие времена ему приписывают 14 тысяч армию, 14-15 тысяч. Получается, половина населения всех, если они говорят, что армия Шамиля была 70% составлена из Сюли, ты извини меня, это более половины населения воевало, что ли, а остальные... Башлам, а вот эти, есть ли вот такие лица, которые вот официально вот сидят где-то там за монитором, там представляются там аварцами там и рассказывают вот это все? Может это вот я клянусь Аллахом, я натыкался, что наши недоброжелатели, небольшая кучка наших недобратьев, вот небольшая кучка, берет и там, допустим, от имени чеченцев пишет грузинам, аварцам. Ты имеешь в виду это официальный... Я просто удивляюсь, я вот хочу увидеть такого арца, который знает достоверную историю своих отцов и что-то пытается там, ну, на чеченцев что-то. Вот они же там рядом всегда, чеченцы никаких подлянок им не делали. Строили одно единое государство. Неужели вот такие есть сейчас? Вот я просто не могу себе это представить. Если ты имеешь в виду, Милоров, Сайд, извини меня, этот профессор с открытым лицом говорит. Это на официальном телевидении, да, дагестанском телевидении он говорит. Ссылку, если я не удалил, который мне прислали, я тебе скину. Он сам историк аварец, и он рассказывает это на телевидении, дагестанском телевидении. Неважно, что кто там является в этих социальных сетях, имеется в виду блогер, он какого происхождения. Кто бы то ни было, я просто к чему это говорю. Ну, видите, мы даже плохого не говорим ничего, но 20 лет всех жертв, которые были в историческом прошлом, наши предки, которые... Асюват Акаба, при Даргинском и Ичкеринском сражении больше всего погибло кого? Беной, Шуаной, Ширди, которые погибли больше всего, имеется в виду, они близки были к этим сражениям, и они были задействованы больше всего в этих сражениях. Маслаба. Ну, само собой, там были и зандаковцы, и ауховцы. Я не говорю, что только они. Нет. Имеется в виду даже население. Ищи толом больше, чинно толом юка, хил ват бож, дуй что он маха и сунсан. Хай. Да, что не участвовал, да, хума, да, сам проблемил штат, пусть не участвовал. Когда и дучуга генерал Фелик Шуайб Муалли, Киберши, Уайни Хушхальчи, Хумс, Асам и Дица, Питан Сакали Тархан. Я к чему прихожу, Башлам? Вот я хочу, знаешь, к чему прийти? Я клянусь Аллахом, вот я из глубины души пытаюсь понять тех людей, которые от имени аварцев такие вещи в сторону чеченцев говорят. Потому что вот когда у нас непонятная ситуация с границами возникла с этим знаком, я удивился аварскому, вот, ну вообще тем людям, которые живут у Кизляра. То есть они очень себя достойно повели после того, как им обосновали, что, где, чего. То есть, вот это, допустим, Шамиль Хадулаев, общественник, который сидел и разъяснял полчаса без предвзятости. Шамиль поступил достойно, знаешь почему? Потому что с тем же Шамилем, со всеми доказательствами говорил кто? Даудов, наверное, да? Правильно, Даудов ему показал, послушай,
Ну, по документам, по всем картам, ты видишь, он это увидел просто-напросто с точки зрения закона, он не мог ничего сделать. Он, Башлан, да, он повел себя достойно. И а- этот мэр Кизляра, кажется, он был, или Кизлярского района, он тоже повел достаточно себя Башлан, еще достойно. знаешь, вот какой момент? Вот, допустим, там же, вот, допустим, у нас соседние, другим регионам, допустим, по поводу границы, много людей, когда с нами разговаривают, они говорят, да, мы знаем, что вы правы. Но когда дело доходит до того, когда надо своим людям объяснить, что они не правы, и что они взяли, тогда тяжело им бывает. А вот, допустим, Шамиль открыто сел, ну вот он понял сам, он мог для себя понять и отойти в сторону. Но он вместо этого полчаса потратил, объясняет так, вся карты, марты, Я помню, помню. нравственность горца. То есть Ему вот еще, этот помнишь, поступок, помнишь, его упрекали, типа, тебе Камри, наверное, дали, Мерседес дали, босс, упрекали его, я помню. да. Это я зачем говорю, За его Башлам? правду упрекали его. Про ситуацию со знаком. Дагестанцы любят свою землю не меньше, чем, допустим, другие наши братья. Они, дагестанцы, за свою землю стояли, всегда, все это понятно, да. Допустим, ну, во время имамата, это ты точно знаю, не только аварцы, но и даргинцы, лезгины, все. Мы не будем сейчас их там ущемлять, там, не, может, какие-то народы мы не вспомним. Нельзя вот так вот делать с целыми народами. 20% Обобщать. чеченцы, да? 20% чеченцы там были, получается, а 70% аварцев, 10% табасаранцев. А почему такое неуважительное отношение к другим народностям? А что, их не было, допустим? Я Да, об этом и говорил. я Я об понимаю, этом. если люди кричат сами откровенно, мы опровергли Шамиля, мы развернули его, мы ему не подчинились, потому что он был аварцем. Ладно, их не упоминайте. Но когда люди до сих пор считают Шамиля героем, там, уважают его, называют своих детей его именем, там же десятки других народов Дагестана как-то несправедливо к своим же дагестанцам. И вот я зачем про знаки это все вспомнил, Башлам? Дагестанцы свою землю любят, они пришли там, достойно ушли, потому что они поняли, что это неправильно. А могли бы там на понтах дальше, короче, топить могли. И вот этот Хадулаев, Шамиль тоже объяснил своей молодежи, то есть он сделал какой-то шаг для того, чтобы ситуацию не обострять, чтобы Разрядить. наши отношения сохранить хорошо. И я что хочу сказать, подчеркнуть достоинство этого человека для того, чтобы в этих же вопросах, где сейчас чеченцы пытаются упрекнуть, что чеченцы там 20% только участвовали, и эти из 20 19% там просто, не знаю, под солнышком лежали. Это некрасиво. И найдутся такие же люди, как Шамиль, в кругу историков, которые скажут, давайте говорить правду, только правдой можно будет сохранить наши отношения. Нам не нужна нетерпимость с чеченцами. Чеченцы всегда при любой возможности готовы были идти к нам на помощь. Как бы неправильно, как бы я не одобрял бы разные поступки, но даже в последнее время чеченцы же в очень большую страшную войну были втянуты, и при этой же трагедии они не забывали своих братьев как-то, ну, правильно или неправильно, но они как-то, не знаю, пытались там, не знаю, пойти им навстречу, поддержать их там. В общем, вот эти моменты, если мы не будем видеть, если не будут видеть нормальные здравомыслящие люди из Дагестана, из числа аварского народа, других народов, то что будет с самим Дагестаном? Что будет вообще с Кавказом? Что будет между нами? Мы же мусульмане, Я, как-никак. честно не знаю, в последнее время очень сильно я немножко поражен в плане того, что вот на Кавказе начинают всегда, знаешь, упрекать, если говорить глобально, начинают упрекать якобы федеральный центр это делал. Да федеральный центр нифига не делает. Федеральный центр, блин, говорит, живите как живете, и все нормально, блин, и главное, чтобы вы жили как люди по закону и все остальное. Вот те, которые вот разжигают вот эти, я почему, я это много раз говорил, когда приезжал, Даудов приезжал туда, начали ему приписывать, там, вот ты приехал, там, ночью КамАЗом, там, начали драться со знаком. Вот все эти моменты, я помню, мне писали десятки людей из Кумыков, которые, они, вот клянусь тебе, Валлахи, Билайх Талай, ну, они писали, братья чеченцы, мы знаем, как все было, что это все всегда было так, как есть. То есть были понимающие, одобряющие. Шамиль, несмотря на все, тоже достойно выступил. Я согласен с тобой, что и мы надеемся на то, что будут такие достойные люди, которые скажут свое весомое слово. Но я просто хочу, чтобы мы понимали, что не надо хавать и все глотать, соглашаться со всем. Когда Да. говорится о вопросах про муртазеков, я разговаривал
Сулейманов, муртазеки вообще по всем данным состояли в основе своей, все были из чеченцев, говорится. Но сегодня, грубо говоря, есть это официальные источники. Башлам. Но я не утверждаю, опять же, что это так. Я опять же, когда в прошлый раз поднимали этот вопрос, я говорил то же самое. Там в этой составе армии имамата Шамиля были лезгины, кумыки, даргинцы, лакцы, аварцы, чеченцы, черкесы. Это все было. Это все было. Если мы сегодня начнем дербанить эту всю тематику, извини меня, но кто может больше там хвалить или говорить о том? Я задал просто элементарный вопрос. Башлам, если у какого-то человека в окружении находились люди только этой национальности, то стоит в первую очередь подумать, неужели этот человек был каким-то таким вот. Надо же понять, что этим вы ущемляете другие народы, потомство тех людей, которые рядом с этими муртазеками и мудирами, короче, под их командованием находились, отдавали жизни. Пусть один муртазек, тысячи муртазеков, пусть все 100% были одним народом, одной народности. А те, кто под их, как бы сказать, подчинением выполнял те задачи, без которых эти же муртазеки оказывались бы в яме, допустим, где-то в крепости, почему вот такого уважения к этим людям нету? Ну и что, даже если было бы такое, если даже ни одного чеченца, другого человека, там национальности другой не было бы, вот эти, ну это низкие слова, просто такие слова здравомыслящий, ни один дагестанец близко к сердцу себя не возьмет и не будет вооруженным этими словами там пытаться кого-то задеть. А что тогда получается, кто-то был таким националистом, который к себе подпускал только своих или как? Или думаете, других людей среди десятков тысяч чеченцев, там, не знаю, лезгин, кумыков, даргинцев, не было таких людей, которые могут удостоиться звания муртазека или, допустим, мудира. Вон, допустим... Получается, конечно, честно сказать, по их разговорам, что Шамиль был каким-то шовинистом, националистом, потому что, то есть, среди всех народов, которые у него были под его ведомом в теократическом государстве, что он выбирал только своих, но тогда, подожди, если это так, и то, что говорят сегодня некоторые сюли, допустим, тогда, получается, возникает вопрос, значит, ногчи националисты, которые упрекают и говорят, что дикник цаум ногчи хоман садена бошпе, они правы на все 100%, если это так. Но мы же все равно говорим, нет, мы даем отступление и даем возможности. Ладно, как бы грубо не будем сейчас это прямо усугублять и давить по этой тематике. Кто бы что ни говорил, запомните раз и навсегда. 2 столицы, Нохчичуа. Пришел сюда раненым, изможденным 4 человека или 7 человек, которые были с ним, Нохчичуа. Лечили его чеченцы. Первые его найбы, которые были в Чечне, тот же Иса Гиндергноевский, Биноевский и все остальные, кто там был, Салтамурат Биноевский и остальные, Байсангур Биноевский, самые приближенные, которые к нему были, первые были чеченцы. Имамом, запомните, имамом Чечни и Дагестана его сделали, опять же, не аварцы, не муртазеки, и никто либо не мог заставить, были опять же нохчи. Нохчи, отдавая свои жизни, сжигая десятки раз свои родовые селения, отдавали жизни десятки раз, 1000 раз. Это все на протяжении 20 лет, это были нохчи. В первую очередь. Воевать и отвоевывать, и заставлять все вот эти ханство, называйте как хотите, княжество, шамхальство, куда направлял их в первую очередь Шамиль, были нохчи. И именно нохчи окружили, и вместе с ним 20 лет нохчи были рядом с Шамилем. И не нужно принижать их. И плюс ко всему, я хочу, чтобы заметили, до того, было с ним 70% сюли, или не было с ними 70% сюли, я хочу, чтобы вы знали, до того, как в Чеченской республике находился Шамиль со своим обозом из 20 лошадей, ни одна ложка или вилка не была украдена у Шамиля. И с этим же 70% воинами, только когда он вышел из Чечни,
Его обоз был ограблен, и осталось только то, что было на нем надето. Прочитайте лучше своего Аль-Карахи, и тогда можете сказать. Нохчи его берегли, потому что он был имамом Чечни и Дагестана. И относились с уважением. Бойс Харбиновский с ним был до конца, потому что он дал слово, и они были братьями. Поэтому вот эти нападки, сказки балабольские, вот эти нарнийские свои, бадунголовские, разговоры можете оставить себе. Да, Башлан, я поняла. Я надеюсь, что нас не вырежут, провокационные какие-то наши ролики не закинут, в аварскую группу, и чтобы там упрекали нас еще чем-то, чтобы не подумали, что мы чем-то хотим как-то кого-то зацепить. Я просто нет, надеюсь, что какие-то люди из числа аварцев, достойные люди, напишут тебе, мне, объяснят там, вот смотри, вот здесь вот, Саид, ты не прав, вот здесь вот столько-то, с такой-то процент были мы. Если я ему ответ ничего не найду сказать, если я ему ничего не покажу, тогда пусть они что хотят говорят, пусть что-то Сай, говорят, пишут. Леша, мы не говорим. Пускай их было 80%. Я не говорю, что мы говорим о чем? Что вот когда ты предоставляешь вот такую информацию, есть люди, которых ты принижаешь. Есть реальные исторические факты, которые мы имеем. Вырежут они, не вырежут они. Я еще раз говорю. Есть достойные братья, достойные соседи. Мы ничего не говорим ни про кого из них. Надеюсь, среди них тоже будут люди, которые скажут, послушайте, но зачем вот это вот вы ведете? Были, не были 70%, 50%. Остальные народности Дагестана, народ Чечни, Нохчи народ, все они достойны уважения, все, кто был в этом. Понимаете? А если мы начнем сегодня делить, дробить и рассказывать все вот эти разговоры, которые ведут те, кто хочет разделить. Для чего это ведется? В директе у меня ничего нету, мне ничего не прислали. Аслан, вот, допустим, управляющим мудиром Малой Чечни был, допустим, насколько я помню, Адыг, если я не ошибаюсь. Там разные времена, разные были. Ну, один из периодов. Есть, представь, вот то же самое, представь, логически, если мы будем говорить, упрекать кого-то, не нашли достойного там аварца, там еще там, чтобы там он управлял Малой Чечней. Вот такие вот вещи, понимаешь, какой-то человек видит, как это поступок благородный. Вот приехал человек с далеких краев, с берега, допустим, Черного моря, помогать своим братьям, его уважали за счет того, что, ну, по причине того, что он был положительным человеком, храбрым, мужественным, справедливым, его любило население. Вот его поставили управляющим. Это достойный поступок достойных людей, по отношению к достойному человеку. А кто-то может взять из этого, сделать ничего, короче, сделать из этого вони. И потом пускать в нашу сторону, или в сторону аварцев, или в какую-то еще сторону. То есть эти споры вообще на пустом месте, как бы сказать, никакой пользы ни аварцам, ни другим не принесут. Просто обидно за то, что вот эти некоторые провокаторы под именем чеченцев, я знаю, вот я натыкался на тот случай, когда откровенно человек от имени чеченцев ссорится с ними, а когда я с ними заговариваю на чеченском языке, он мне отвечает на чеченском с ошибками, которые характерны только для той категории людей, принадлежность которой я в итоге выяснил этого человека, понимаете, вот встречал под другими видео. Ну, то есть, да, я понял, о чем ты Понимаешь, говоришь. и вот мне обидно, вот когда, мне будет обидно, что если достойные аварцы такие вещи не говорили, а вот этот человек нас стравил и пытается нас, короче, чтобы мы схлестнулись, вот это мне будет обидно. Но если нормальные аварцы что-то такое хотят сказать, там, давайте лучше обговорим положительно, встретимся, там, видеозвонок, там, пообщаемся, обменяемся номерами, посмотрим. Может, где-то ты не прав, может, мы тебе что-то покажем. Так надо строить это. Зачем вот писать такие вот писульки вот эти всякие и стравливать целый народ? Я думаю, что это специально сделано для провокации, Сайт, честно. Я думаю, что этот пост сделан для провокации. Но благо, если бы это было бы, как говорится, от него, от блогера. Но он это как бы подрезает вот этот момент, то есть подтверждает то, что он правду говорит, высказыванием этого историка. Ну, историки историку рознь. Ладно, тогда
какие бы ни были результаты, я надеюсь, опять же, мы как бы завершим по поводу этого вопроса. Я надеюсь, что Кавказ будет мирным, дружным, единым целым. Претензии, если на то пошло, к Сюле есть очень много претензий у нас, допустим, по Ауховскому району. У нас есть претензии. Но если мы сейчас будем за это говорить, никто этого не забыл, никто ничего не забыл. В основе своей, опять же, когда я начал говорить по вопросу Кизляра, возникали не большинство, которые проживали в этой местности, а эта местность, мы знаем, что периодически она называлась кумыкской плоскостью, говорили не кумыки в основном за этот кусок или за этот, а говорили именно определенные фитначи, да, дошло сообщение, я посмотрел. Говорили те люди, которые не имели исторически к этой земле никаких отношений. То есть была ли это фитна? Да, была. Если бы это там подняли бы вопрос кумыки, сказали, вы на нашей земле поставили этот знак, это можно было бы понять. Или терские казаки, если бы это сделали, можно было понять. Ну да ладно, благо любая фитна и любое все это заканчивается. Будем надеяться на лучшее. Это не в первый раз и не последний раз, я так понимаю. Но исторические наследие, которое мы имеем, общее историческое наследие, его нужно всегда смотреть с той стороны, который, наоборот, будет взаимообъединять нас, а не делить нас. Я надеюсь, что благоразумные наши соседи и достойные братья из Сюли народа это поймут и объяснят. Да, к сожалению, скрины были недовольно, не позитивные, то есть у него своя аудитория. Может быть, если бы я написал бы пост «Ой, Чардена, Нанна, Диатардар», тоже, может быть, я не говорю, что это не так, потому что мы это знаем, у нас своя правда. Просто самое интересное, ни один Сюли историк не может рассказать хорошо историю, которая происходила у нас здесь, лучше, чем сами Нохчи. Мы прекрасно знаем свою историю. И знаем, что здесь происходило, что здесь творилось. Мы знаем, когда Виршт Эхо, Шинат, его Берзин, да-та-та, яло куза, что Нохчи дац, Нохчи вот, кто куза, она Юэшвац, точнее, был, Штабалат Наншхатва. Мы много это знаем. К сожалению, осталось 2 минуты до конца. Сайд, я надеюсь, если ты хочешь, мы продолжим. Я сейчас перезагружу. И я надеюсь, ты сегодня выговорился и не упрекнешь меня в том, что только ты заходишь, я тебя прерываю, ты больше. И он что Ну, я сейчас это ты сам перезагружу, понимаешь, пройдешь, да? если ты. Так что, перезагрузите он и Значит, что пошло? зайдете, если интересно. Дайте мне перезагрузить и продолжим немножко.
Так. Раз, два, три, четыре, пять. И в четвертой, кажется, части нашего эфира побывало 301 человек по статистическим данным. Огромная благодарность всем моим братьям, сестрам, всем, кто интересуется нашей историей, интересуется особо важными для нас моментами нашей истории. И вы уж извините, если как-то, каким-то образом, как говорится, не угодили вам. Всегда получается говорить и делать все одно так, чтобы всем понравилось. Вот. Но благо, добро и справедливость, мы надеемся, всегда восторжествует. Вот. И остальное неважно. Если у вас есть вопросы, Шамиль хотел образовать султанат, поэтому многие из других народностей оставили его в последнее время имамат. Ну, не могу сказать об этом, было это так или нет. Если он даже и хотел сделать султанат, наверное, может быть, он знал слишком плохо психологию нашего народа. Султанат, не знаю, или ханство. Я сомневаюсь, что это было так. Почему? Потому что правление каких-то хунзахского ханства, кажется, да, хунзахского ханства и всего остальное, он был ненавистником этого всего. То есть уничтожить то, ради чего, к чему он хочет прийти, я очень сильно сомневаюсь. Отказались, есть, да, одна версия из того, что в последнее время его правления, что он начал говорить о том, что наследник его будет следующим имамом. Якобы говорил он так, и чеченские наибы были недовольны этими разговорами. Как раз таки вопрос, который был сегодня задан, кто будет следующий или не будет следующим наибом. Я, допустим, не знал, что назначение Байсангура Биноевского, Бойсхара Бено, до того общения, которое мы вели с потомком Байсангура, я не знал, что он был назначен официальным наибом, имамом, точнее, после имама Шамиля. Об этом нигде не говорится, только кроме там тех, кто окружал него. Но по сопротивлению, по восстанию в биноевских селениях и в ичкерийских лесах, которое проводилось непосредственно Байсангуром Биноевским, подтверждает сей факт, потому что кто бы стал идти просто за Бойсхаром Бену, тем более с учетом того, что в то время он был уже стариком, ему было уже 60 лет, однорукий, одноногий, одноглазый, наш национальный герой, воин, за которым пошел народ, тот, кто был в Биное, и когда я поехал туда, я вам показывал, в каких условиях он жил и где его находилась, как говорится, пещера. То есть, значит, все-таки он имел власть, он был не просто наибом, хотя его хотят принизить в некоторых вопросах, ну, неважно, кто бы это ни хотел. Наше это будет то, соседнее будет то. Но Байсангур Биноевский это реально национальный лидер, и я уверен, что все, кто находился в этой области, где находился Байсангур Биноевский, будь то ауховцы, будь то биноевцы, зандаковцы, все, кто был рядом с ним, они поддерживали Байсангура Биноевского, его восстание. И 2 года человек сопротивлялся, не полных 2 года, сопротивлялся. Если бы авторитетная личность, его не считали бы имамом, если бы его не любили, я не уверен в том, что ауховские наши братья под страхом риска, зная, что его труп охраняет, украли бы его труп с веревки и пытались его отвезти в родовое село в Беноюрт для того, чтобы захоронили. Кстати, при этом, при том, что отстреливались, и некоторые из тех, кто украл труп Байсангура Биноевского, Бойсхара, сами погибли, пока пытались скрыть и вывести труп Байсангура Биноевского. Вот. Это говорит о том, что этот человек имел реальный авторитет. Если бы он был бы таким среднячковым, простым наибом, я не уверен, что
его бы так поддержали. Да и честно сказать, когда, Саид, может, ты тоже заметил, когда мы были на этих, как говорится, могилах Газот Кешнеш, которые находятся в Аухе, ты посмотри, они стоят, как эти колосси недвижимые, почти что шаберш, войнохчи будешь, темшка, газот, абелла будешь именно во время имамата Шамиля. Это говорит о многом. И стоит отдать должное. Сегодня мы никогда и никому не должны позволять принижать те, как говорится, действия наших достойных воинов, которые участвовали в Кавказской войне. Я хочу просто еще один пример до того, как было сказано, Саида. И недавно нашли Газот Кешниш, который в Шалях, кажется, было. В лесу, в Шалинский район. Найдено в лесу. Так я хочу, чтобы знали все, кто там проживает, там, сюили, не сюили, как относятся. Буквально за короткий срок вычистили, выбелили, полностью скосили, деревья срезали. То есть таким почетом отнеслись к этим всем могильным плитам, которые непосредственно находились на территории Чеченской Республики. Все найбы, всех, кто был захоронен. Первый пример. Второй пример. Когда Донной, кажется, приезжал в Веденский район, кажется, ты видел это видео. Ты вроде видел, да? На могилу сына, кажется, неизвестного Шамиля. Где он был захоронен? В Чечне. Но в Чечуа могилу нашли чистая, ухоженная. И так почти что каждому воину, который был в имамате Шамиля, фактически к каждому воину относятся те, которые знают, где захоронен, где похоронен. Были ли сложные моменты в истории? Конечно, были. Если мы здесь и мертвых, и к живым относимся к уважениям, то какие-то нерадивые историки, блогеры, которые будут рассказывать 70-90%, они, конечно, не испортят у нас отношение к Шамилю или к достоинству наших народов. Просто-напросто вам самим должно быть стыдно за вот этот пустой треп. В любой момент Нохчи может сказать: подожди, Шервани, 2 столицы здесь мы вылечили, мы вытащили, мы сделали его имамом Чечни и Дагестана. Ни вы, ни 70% армия, ни мы бросали его в Ахульга, не мы. И почему просто-напросто нельзя, неужели простой логикой не обосновывается, даже пускай это бы сделал, там, допустим, историк ошибся. Ладно, блогер мог сказать: чувак, подожди, блин, у меня возникает вопрос, блин, если такая вот вся вот эта власть, все эти люди были вместе с Шамилем и поддерживали Шамиля, почему Шамиль ушел из Ахульго в Чечню? Все. Ты больше других вопросов не надо. Он же мог лечиться, выздороветь и дальше продолжать свое восстание в Дагестане. Правильно ведь? Все. У меня нет никаких... Вообще, если вот как... Да. В этих моментах, когда у нас возникают вопросы к этим провокаторам, к таким людям, которые говорят о всех вот этих упомянутых негативных моментах, искажая их, у нас нету, альхамдулилля, ни одного проигрышного вопроса к ним. То есть у нас все вопросы вот как-то в положительную сторону приводят в положительное русло отношения чеченцев, действия чеченцев в то время. Просто, клянусь, мне даже стыдно вот эти моменты обсуждать. Неужели вот такие вот люди появились, которые не заглядывали никуда, прежде чем что-то раскрывать рот? Вот этих людей я понять не могу. И неужели среди аварцев не найдутся люди, которые просто им наставления сделают, что скажут: просто побойтесь Аллаха, им скажут, больше ничего и даже не надо говорить. Я уверен, что те люди, которые распускают эти слухи, прекрасно знают, что там было, что там не было. И единственное, чего им не хватает для справедливости, для непредвзятости, это просто страха перед Аллахом, то есть боязни к Аллаху, стыда перед Аллахом. Как бы я не хотел быть мягким, говорить о страхе перед Аллахом мне очень сложно в отношении этих людей, некоторых людей. Я даже тебе, знаешь, почему? По ауховскому вопросу скажу это.
больше чем уверен, возможно, этот чувак, который пишет вот эти писульки, возможно, он живет даже в домах ауховцев, понимаешь? И вот это его неприязнь, вот его слабость, его меркантильность, вот это все отображается еще в том, что он, не являясь хозяином этих домов, ауховских сел, которые основали, которые были, принадлежали представителям нового народа, которые проживают в Ауховском районе. Может быть, поэтому, черт его знает. Но Цома, он, конечно, может. Я не говорю, опять же, я не говорю, что это среди них достойно. Конечно, есть, среди каждого народа есть хорошие и плохие. И среди моего народа я не говорю, что я хороший. Может быть, и я много нехорошего говорю и неправильно делаю. Но это уже не в первый раз эта тема поднимается. Мгм. Так, Просто, сегодня, да, Адица Сайд. алло, Башлам. Просто сегодня, если, допустим, сайт Башлам, который хорошо... Вот здесь есть у меня книга про Абшеронский полк, ты знаешь, да? Я тебе ее показывал вроде бы. Если я открою ее, если я зачитаю просто 2-3 главы, там настолько стыдно будет каждому человеку, блин, из кого состоял этот Абшеронский полк, против кого он воевал, против каких экспедиций он воевал, как брали Шамиля, кто в количественном отношении был, когда брали Шамиля, да и многое-многое другое. Это одна из книг только. И я тебе даю голову на отсечение, что среди них и 10% нету чеченцев, которые даже вот были в этом полку. 10% нету от общего состава. Даже 5% нету. А если мы с тобой хотим фитнес, мы начнем говорить об этом. Я просто, мне реально, вначале я думал, немножко переживал из-за того, что мы знаем, что есть реальное количество, потеряли более половины населения. Наш народ потерял в Кавказскую войну. Мы потеряли огромную территорию. Кстати, во времена имама Шамиля, Ауховский район входил в состав Чечни. Это было чеченское наибство. То есть он не входил в Дагестан, чтобы знали. Он вошел в Дагестан впервые только в 1921 году. Ранее в Дагестан он никогда не входил. Никогда. Ни в Таулистан, никуда. Аух, единица ауховская всегда была вместе со своим народом. Мы это прекрасно знаем и прекрасно помним. Да, там даже не только это, там и Салатау, кажется, при имаме Шамиле, они тоже входили. Понимаешь? Ну да ладно, это, конечно, такие маленькие нюансы и моменты, которые не сильно хотелось бы говорить и обсуждать, но мы можем это аргументировать. Хорошо ли, плохо, это другое дело. Я опять же надеюсь, что какой-то аварский историк, блогер, кто-то знающий свяжется с нами, обговорит эти моменты и придумает выход из этого положения, потому что с высоты нашего небольшого опыта мы видим, как на нас много лжи возвели, возвела какая-то одна сторона, одна группа какая-то, и они привели наши отношения между народами, с одним из народов, какой-то точки невозврата, наверное, в плане негатива. Это негатив Да. навряд ли будет уменьшаться. Скорее всего, он будет возрастать, вот это вот накручиваться. И от этого не выиграет тот человек, который начал все это. Никогда в жизни от этого не выиграет. Поэтому, как и Шамиль Хадулаев, там, как другие наши братья Соседской Республики, наставления делали своей молодежи. Надеюсь, такие же люди появятся, которые также сделают, чтобы ситуация уложилась, улегла, как бы сказать, мир. Просто надо постараться. Я даже не знаю, как я была, я очень сильно расстроен тем, что эти люди заставляют нас говорить вообще, говорить об этой теме, хотя эта тема настолько раскрыта даже врагами, языками наших врагов или тех людей, которые воевали против этих людей, они все же это прекрасно описывают. То есть ныне сегодня мусульмане, братья, там наши соседи, неужели такие вещи? Вот, единственное, что нам нужно, это говорить документами. Тут не просто обрывками. О, братан, если говорить документами, то сразу надо олицеть, а там начнется вот это Да. разговоры
о том, что кафирская история, кафиры неправду говорят, то ли да, ложь, это бесполезно. Единственное, что, блин, я не знаю, реально, опять же, почему-то мы начинаем говорить о том, что в этой тематике начинаем говорить о том, что Москва сказала, Москва сделала. Москва ничего никому не сделала. Никто ничего не сделал. Просто, если люди хотят в жизни, в мире согласия, нужно убрать зависть, нужно убрать тщеславие и все остальное тому подобное. Я вот когда поехал, я снова, я когда поехал, вот завершая наш с тобой разговор, уже люди, наверное, устали, я уже 5-й час веду, блин, эфир, а потом в Шарой, когда я поехал, в Шарой, Чеберлой, знаешь, честно скажу тебе, э, когда я у них спросил про самих люди, которые живут по соседству, Аллас, что взрослые, что молодые, говорю, у нас никогда не было между собой проблем. У нас нет вот, то есть люди, которые живут в этой местности, общаются между собой, никогда в жизни. На скачках мы ездим туда, там, базарный день ездим сюда. То есть они рассказывали на такое, так рассказывали, как будто, ну, как и должно быть на Кавказе. И когда я им сказал, что вот на плоскостной территории обсуждают, что полшароя ваши, там, говорят сюлью, там, кыегю, он просто, они смеялись надо мной. То есть у нас, говорит, никогда этого не... Он говорит, я не знаю, какие там, может, какие-то плоскостные, прямо, да, басу, плоскостные сюли так говорят. Но у нас, говорит, такого никогда не было. Мы живем нормально. И стоит нам там по первому призыву позвать, там, сюлище, чего там, дадуал холоду баца. Почему? Потому что людей мало в этой местности проживает. Игорь приходит, помогает. То есть среди простого народа этого нет. А вот кто политизирован, вот те, которые, конечно, этим занимаются. Ладно, будем дальше, как говорится, посмотреть, может быть, и как ты говоришь, появятся люди, которые им доведут и объяснят, что такими вот пилькиными грамотами ничего не докажешь. Сайд, огромное тебе спасибо, брат. Я именно почему говорил тебе, сейчас я вот так уберу, почему я хотел услышать, потому что мне сказали о эфире Авар, Мухаммад Волча. Резхил Хадийцевна, многие задавали вопрос, я знаю, что это какая-то тяжелая тема, и все-таки братство Дел два шума коучдяша, ларта дикшнахах, масал яц, даурдова, элдолдера. Я хотел услышать и лишний раз только убедился в том, что и я оказался прав, и ты, и все мы оказались правы. Дикчумат это еще харцую шага, как говорится, лерейца ауша, ويدام وحتى لهم بيش جيجر بوغ دحور بوي وينوخش قوم خلاتsa خيلشنا خلاتsa он дерес خيل وارنا قيندير ولا صحيح. Не заставляй меня отправлять за собой эмиссаров, там, просить. Когда бывает эфир, заходи, рассказывай, делись. Многие хотят тебя услышать, потому что моя Хари уже, может, за 4-5 часов устают они видеть новое лицо, чтобы что-то сказала интересно. Уже несколько лет бая. Ну, спасибо. И лишний раз поддержал мои за добрые слова. Дейрес Хилсайд. Размысляю, башлам, да, алаш вола, да, маршли выл. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так, Везри. Уважаемые мои друзья, братья и сестры, огромная благодарность всем, кто, как говорится, дотерпел до нашего последней части нашего эфира. Я очень благодарен вам за то, что вы, несмотря на то, что это уже 5-й час, кажется, вроде бы, да, эфиры идут, пришли в эфир, задали вопросы, некоторые даже задонатили. Огромное вам спасибо. Аллах да аса'ю. Лайки ваши комментарии, посты, все, за все спасибо. Гуно самагатемаша.
Декаден хикду, иншаллах. Вы не забывайте подписаться на канал, приглашать побольше подписчиков. Мы изучаем историю свою, даты, географию, все нужное, новое, важное про нашу историю. Оно, иншаллах, еще много-много нового вы узнаете там у нас с нашего канала. На Кавказе все братья, мы живем в едином доме под названием Кавказ. Нужно просто-напросто верить, нужно идти к лучшему, не поддавайтесь на провокации, не поддавайтесь на всякую фитну, и у нас все будет хорошо. Нохчи хомега, нохчи мата, дешнеш эрду освежри. Аллах дала, берта даха, деба, даржа, деша, пурблуайлуай. Не забывайте самое главное, 3 правила для нашей нохчи народа. Деба, деша, даха. И душан ванчо, виштаруху. Вай غوشة قيتيت وای برت خليت تان وحشو حاجة حوشة شو تيت دول دوشة إن شاء الله الله تعالى دي كان سانة بيقن بيربوشون وای موح ديان لربوشون وای موح ديبا ربوشون وای لج هناك ليل نخارتو الله تعالى قلت أيوة قريشون وای قليل نيا وای نيسون دي هديك شوما داخلش عندك نيك خيدوشون مسيرة در اتوبول شيخات تشتلاح وي дирекчу язи вой жуап душун хуштег душун. Когда найдете что-то новое, важное про нашу историю, не забывайте, копируйте, пишите, отправляйте, проверим, дудаться основной опубликовать. YouTube чурвежриш салам маршал думасана ДРС. Всем огромное спасибо. Я постараюсь завтра, наверное, постараюсь сделать эфир субботний тоже, если будет. Думаю, небольшая возможность есть все-таки завтра тоже сделать. Сделаем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Масера Бюса де Галеоил. С вами был ваш брат Башлам. И я прошу ради Всевышнего Аллаха, если я каким-то образом задел вас, обидел вас, общество, нацию, всех кого-либо, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Я не хотел никого обижать, задеть или оскорбить. Все в рамках истории, обсуждения и мнения. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.